Наступает момент, когда нужно сделать выбор. Остаться прежним или сжечь старую версию себя дотла. Слабый, недисциплинированный и сомневающийся ты должен умереть, если хочешь расти, добиваться успеха и развиваться. Ты должен уничтожить все привычки, все мысли и все оправдания, которые сдерживают тебя. Это твое возрождение. Это твоя трансформация. Ты должен идти в одиночку, отрезать себя от шума и построить себя заново с нуля. Никто не придет, чтобы спасти тебя. Никто не сделает эту работу за тебя. Если ты действительно хочешь перемен, ты должен заставить их произойти. Время пришло. Уничтожь старого себя и построй самого сильного. Начнем с главы 1. Сожги мосты, ведущие в твое прошлое. В жизни наступает момент, когда нужно порвать с прошлым и двигаться вперед, не оглядываясь назад. Тот ты, который был полон сомнений, сожалений и вредных привычек, больше не существует. Чтобы по-настоящему измениться, ты должен сжечь мосты, которые связывают тебя с тем, кем ты был раньше. Прошлое — это ловушка. Она держит тебя в плену воспоминаний, ошибок и упущенных возможностей. Ты снова и снова прокручиваешь в голове старые неудачи, разорванные отношения и сожаления, как фильм. Но что сделано, то сделано. Ты не можешь переписать прошлое, но ты можешь взять под контроль свое будущее. Сжечь мосты с прошлым значит принять решение. Это момент, когда вы перестаете тратить энергию на вещи, которые вам больше не нужны. На людей, которые в вас не верили, на вредные привычки, которые вас сдерживали, на оправдания, которые мешали вам расти. Все это часть жизни, которую вы оставляете позади. Эта жизнь закончилась. Отпустите чувство вины. Многие люди держатся за свое прошлое из-за чувства вины и стыда. Они чувствуют себя в ловушке из-за ошибок, неудач и неправильных решений. Но чувство вины только мешает вам двигаться вперед. Простите себя. Извлеките из этого урок. И перестаньте ждать завершения. Некоторые люди никогда не двигаются вперед, потому что ждут извинений, второго шанса или идеального прощания. Но правда в том, что вам не нужно завершение, чтобы двигаться дальше. Вам нужно только решить, что ваше будущее важнее, чем цепляться за прошлое. Ваши прошлые друзья могут не вписываться в ваше будущее. Люди, которые знали вас раньше, могут не поддерживать нового вас. Некоторые будут сомневаться в вашей трансформации. Некоторые будут пытаться оттянуть вас назад. А некоторые будут тайно надеяться, что вы потерпите неудачу. Уйдите от тех, кто не уважает ваш рост. Избавьтесь от старых привычек. Человек, которым вы были раньше, имел рутину, которая удерживала вас на месте. Если вы просыпаетесь поздно, тратите время и питаете свой разум негативными мыслями, вы никогда не сможете расти. Избавьтесь от привычек, которые больше не соответствуют вашей новой жизни. Измените то, как вы говорите с собой. Если вы продолжаете говорить «я недостаточно хорош» или «я всегда терплю неудачу», вы будете продолжать жить прошлым. Замените эти слова на «я способен», «я расту» и «я становлюсь сильнее» каждый день. Устраните факторы, которые тянут вас назад. Иногда это место — песня, воспоминания или даже социальные сети, которые напоминают вам о прошлом и тянут вас назад. Избавьтесь от всего, что заставляет вас чувствовать себя прежним. Полностью измените себя, свой образ мышления. Как вы себя ведете, все должно измениться. Создайте новую личность, основанную на том, кем вы хотите стать, а не на том, кем вы были. Примите решение двигаться вперед, несмотря ни на что.
Будут моменты, когда ваше прошлое будет пытаться утянуть вас назад. Старые мысли, старые привычки и старые люди будут испытывать вас. Но помните, что вы сожгли мосты по определенной причине. Назад пути нет. Единственный путь вперед. У вас есть сила создать новую версию себя, более сильную, мудрую и неудержимую. Вы — это не ваше прошлое, вы — ваше будущее. Сожгите мосты, уйдите от старого себя и никогда не оглядывайтесь назад. Глава 2. Сила одинокого пути. Величие рождается в одиночестве. Самые мощные преобразования происходят, когда вы уходите от отвлекающих факторов, отключаете шум и идете своим путем. Одиночество — это не слабость, это сила. Большинство людей боятся одиночества. Им нужна оценка, одобрение и постоянная компания. Но правда в том, что вы должны чувствовать себя комфортно с самим собой, прежде чем вы сможете по-настоящему расти. Но правда в том, что вы должны чувствовать себя комфортно с самим собой, прежде чем сможете по-настоящему расти. Если вы всегда окружены другими людьми, вы всегда будете подвержены влиянию их мыслей, мнений и ограничений. Только в одиночестве происходит самопознание. Когда вы одни, вы вынуждены столкнуться со своими страхами, слабостями и неуверенностью. Вы узнаете, кто вы есть на самом деле, а не кто вы должны быть по ожиданиям общества, друзей или семьи. Именно здесь начинается настоящее. Превращение не все предназначено идти с вами по пути. Стать лучшей версией себя не для всех. Некоторые люди будут сомневаться в вас, сдерживать вас или препятствовать вашему прогрессу. Одиночество позволяет вам освободиться от их ограничений. Тишина в одиночестве очень сильна. Ваш ум становится ясным. Вы начинаете слышать свои собственные мысли, а не шум мира. Вы обретаете сосредоточенность, проницательность и мудрость, которые невозможно найти в многолюдной хаотичной среде. Одинокие волки сильнее стаи. Льву не нужен стать королем. Самые успешные люди в мире проводили время в одиночестве, оттачивая свое мастерство, заостряя ум и готовясь к величию. Чтобы стать неудержимым, нужны периоды изоляции. Независимость формирует самоуважение. Когда вы перестаете полагаться на других в поисках одобрения, вы становитесь по-настоящему свободными. Вам больше не нужно одобрение, чтобы чувствовать себя достойным. Вы больше не боитесь осуждения. Вы доверяете себе, верите в себя и уверенно идете своим путем. Одиночество заставляет вас брать на себя ответственность. Некого винить, ни на кого полагаться и некому спасать вас. Вы учитесь решать свои проблемы, принимать свои решения и строить свое будущее. Так развивается настоящая сила. Большинство людей не поймут ваш путь. Они будут спрашивать, почему вы дистанцируетесь, почему вы работаете в тишине, почему вы сосредоточены, в то время как они отвлекаются. Не объясняйте себя, просто продолжайте двигаться. Вперед. Одиночество приносит дисциплину. Без внешних отвлекающих факторов вы учитесь контролировать свое время, эмоции и действия, становишься более остроумным, сильным и самостоятельным. Ходить в одиночестве развивает дисциплину, необходимую для успеха в жизни. Успех не всем доступен. Чем больше времени ты проводишь в одиночестве, тем больше понимаешь, насколько ценна твоя энергия. Ты перестаешь тратить ее на людей, которые тебя истощают, и начинаешь вкладывать ее в то, что дает тебе силу. Ты становишься избирательным, а это суперсила. Одиночество делает тебя сильным духом. Когда ты полагаешься на других, ты становишься слабым. А когда учитесь стоять на своих ногах, вы становитесь неудержимыми. Трудные времена не ломают вас, они закаляют вас. Ваша цель раскрывается в одиночестве, когда вы
устраняете отвлекающие факторы и прислушиваетесь к себе, вы обретаете ясность в том, что действительно важно для вас. Вы открываете для себя свою миссию, свое видение и причину, по которой вы стремитесь вперед. Все великие лидеры шли в одиночестве, прежде чем за ними последовали другие. Стив Джобс, Илон Маск, Мухаммед Али, Коби Брайант. Все они провели годы в сосредоточенном одиночестве, оттачивая свое ремесло, прежде чем мир признал их величие. Их успех был построен в тени, вдали от толпы. Ходить в одиночестве не означает одиночество. Это означает свободу, это означает рост, это означает стать самым сильным и независимым вариантом себя. Именно в одиночестве вы раскрываете весь свой потенциал. Не всем суждено идти с вами, и это нормально. Вы другие, вы развиваетесь, вы вступаете на путь величия, и иногда для этого нужно идти в одиночестве. Примите одиночество, овладейте собой и смотри, как мир следует за тобой. Глава 3. Освободись от слабости и комфорта. Комфорт — враг роста. В тот момент, когда ты выбираешь комфорт вместо вызова, ты перестаешь развиваться. Слабость строится на легких выборах, а сила — на борьбе. Ты не родился, чтобы жить легкой жизнью. Ты родился, чтобы стать сильным. Величайшие воины, самые успешные лидеры и самые мощные умы, все они имеют одну общую черту. Они принимают дискомфорт, боль и борются, чтобы стать несокрушимыми. Слабость — это выбор, который вы делаете каждый день — двигаться вперед или оставаться на месте. Если вы позволяете оправданиям, лени и отвлекающим факторам контролировать вас, вы выбираете слабость. Но если вы тренируете свой ум, преодолеваете сопротивление и принимаете вызовы, вы выбираете силу. Легкий путь никуда не ведет. Если вы останетесь в своей зоне комфорта, вы будете жить одной и той же жизнью вечно, без роста, без успеха, без изменений. Комфорт — это ловушка. Она заставляет вас чувствовать себя в безопасности, тайно уничтожая ваш потенциал. Единственный способ расти — делать то, что вас пугает. Страх — это знак того, что вы вступаете в неизвестное. Если что-то трудно, неудобно или больно, это именно то, чем вам следует заниматься. Дискомфорт — это цена успеха. Большинство людей терпят неудачу, потому что избегают борьбы. Они хотят результатов без усилий, вознаграждения без жертв. Но ничто великое не дается даром. Чем больше дискомфорта вы можете вытерпеть, тем сильнее ты становишься. Твой разум — твое величайшее поле битвы. Слабость не только в теле. Она начинается в уме. Каждый раз, когда ты говоришь себе «я сделаю это позже» или «я еще не готов», ты позволяешь слабости контролировать тебя. Уничтожь эти мысли, действуй сейчас, избавься от привычки откладывать дела. Каждый раз, когда ты откладываешь задачу, ты тренируешь себя избегать ответственности. Каждый раз, когда ты говоришь «я начну завтра», ты теряешь еще один день прогресса. Нет завтра, есть только сегодня. Начните сейчас. Боль не ваш враг, она ваш учитель. Боль воспитывает дисциплину, боль учит стойкости. Каждое преодоленное испытание делает вас сильнее. Используйте боль как топливо. Позвольте ей сформировать вас в того человека, которым вы должны стать. Ваш самый большой враг — это ваша зона комфорта. Чем дольше вы остаетесь в комфорте, тем труднее измениться. Если ваша жизнь кажется легкой, это тревожный знак.
Ищите испытания, преследуйте трудности, подталкивайте себя к большему. Страдания рождают воинов. Посмотрите на самых сильных людей в мире. Все они перенесли трудности, потерпели поражение, боролись, но вместо того, чтобы сломаться, они стали сильнее. Они не бежали от боли, они прошли через нее. Ваше тело и разум способны на большее, чем вы думаете. Пределы, в которые вы верите, — это иллюзии. Вы сильнее своих страхов, сомнений и прошлых неудач. Единственный способ узнать свою истинную силу — это выйти за пределы своих возможностей. Слабость умирает в дисциплине. Если вам не хватает уверенности, тренируйтесь усерднее. Если вам не хватает сосредоточенности, устраните отвлекающие факторы. Если вам не хватает мотивации, создайте распорядок дня. Дисциплина уничтожает слабость, а оправдания делают вас слабыми. Каждый раз, когда вы говорите «я слишком устал» или «у меня нет времени», вы подпитываете свою слабость. В тот момент, когда вы перестаете оправдываться, все меняется. Вам не нужно разрешение, чтобы стать сильным. Вам не нужно подходящее время, идеальный план или кто-то, кто будет подталкивать вас. Вам нужно принять решение прямо сейчас. Сила — это выбор, и никто другой не может сделать его за вас. Каждый день, который вы тратите на комфорт, — это день, украденный у вашего будущего. Представьте, где вы могли бы быть, если бы перестали избегать дискомфорта. Через год вы хотите остаться тем же человеком или хотите стать неузнаваемым. Боль дисциплины временна, а боль сожаления длится вечно. Выбор прост — страдать сейчас и добиться успеха позже, или оставаться в комфорте сейчас и сожалеть об этом всю жизнь. Комфорт делает тебя слабым, а трудности делают сильным. Ты должен тренировать свое тело, тренировать свой разум и тренировать свой дух, чтобы выдерживать дискомфорт. От этого зависит твое будущее. Не останавливайся, когда становится трудно. Именно тогда происходит трансформация. В тот момент, когда ты хочешь сдаться, нужно давить еще сильнее. Слабость умирает, когда ты отказываешься сдаваться. Ты не слаб, ты не средний. Ты неизмеримо силен, но только если ты выберешь быть таким, только если выйдешь из зоны комфорта, столкнитесь с трудностями и освободитесь от оков слабости. Уничтожьте старого себя, примите боль и перестройте себя в самую сильную версию себя. Глава 4. Стирание старого мышления и программирование нового. Ваш ум — это основа вашей реальности. То, как вы думаете, формирует ваши действия, решения и будущее. Если ваше мышление слабое, негативное или ограниченное, ваша жизнь будет отражать это. Чтобы перестроить себя, вы должны стереть старое мышление и установить новое. Большинство людей живут по программе, которую они никогда не выбирали с детства. На вас влияли общество, семья и окружение. Вам говорили, что вы можете, а что не можете, что возможно, а что недостижимо. Пришло время освободиться от этого, условности. Ваше старое мышление полно ограничений. Оно говорит вам, что вы недостаточно хороши, недостаточно умны, неспособны. Но это всего лишь истории, которые вы повторяете себе годами. Вы должны удалить их. Перепрограммирование ума начинается с осознания. Вы не можете изменить то, чего не признаете. Обратите внимание на мысли, которые проносятся в вашей голове каждый день. Они толкают вас вперед или держат на месте. Бросайте вызов каждому убеждению, которое ограничивает вас. То, что вы верите в что-то много лет, не делает это правдой. Спросите себя, кто вам это сказал. Это факт или просто страх?
Большинство ограничений существует только в вашем уме. Ваши слова программируют вашу реальность. Каждый раз, когда вы говорите «я не могу», ваш мозг верит в это. Каждый раз, когда вы говорите «это слишком сложно», ваш мозг ищет способ сдаться. Замените эти мысли на «я способен», «я разберусь с этим», и ничто не может меня остановить. Ваше подсознание управляет вашей жизнью. Все, о чем вы думаете, снова и снова, становится убеждением, а ваши убеждения формируют ваши привычки. Если вы хотите других результатов, вы должны питать свой ум новыми, дающими силу убеждениями. Избавьтесь от негатива, как от болезни. Перестаньте питать свой ум сомнениями, страхами и оправданиями. Перестаньте смотреть, читать или слушать все, что осла, свой разум сомнениями, страхами и оправданиями. Перестаньте смотреть, читать или слушать. Все, что ослабляет ваш настрой, вы либо укрепляете свой разум, либо отравляете его. Выбирайте мудро. Окружите себя сильными людьми. Слушайте их, читайте книги и потребляйте контент, который формирует ваше мышление. Если вы хотите быть сильным, окружите себя силой. Визуализация перепрограммирует ваш мозг. Ваш разум не может отличить реального и воображаемого. Если вы видите себя слабым, вы будете вести себя слабо. Но если вы визуализируете себя сильным, уверенным и дисциплинированным, ваш мозг начнет воплощать это в реальность. Ваши привычки должны соответствовать вашему новому мышлению. Вы можете думать как чемпион и жить как любитель. То, как вы просыпаетесь, как вы работаете, как вы двигаетесь, все имеет значение. Живите так, как человек, которым вы хотите стать. Перепишите свою идентичность. Вместо того, чтобы говорить «я пытаюсь быть дисциплинированным», скажите «я дисциплинирован». Вместо «я надеюсь, что смогу измениться», скажите «я меняюсь прямо сейчас». Говорите о себе так, как вы хотите быть, и скоро это станет реальностью. Неудача больше не является препятствием, она является топливом. Старый вы боялся неудач, новый вы принимает их. Каждая ошибка, каждый вызов, каждое поражение — это урок, который делает вас сильнее. Быстро терпите неудачи, учитесь, быстрее и продолжайте двигаться вперед. Умственная выносливость формируется через ежедневное повторение. Ваш мозг, как мышца, становится сильнее, чем больше вы его тренируете. Питайте его сильными мыслями, бросайте ему сложные задачи и выводите его за пределы зоны комфорта. Вы должны тренировать свой ум, как воин. Уберите возможность сдаться. Если вы оставите себе выход, ваш ум им воспользуется. Сжёгте мосты позади себя. Сделайте успех единственным путем вперед. Победители не сдаются, они приспосабливаются, адаптируются и продолжают двигаться вперед. Преобразование происходит, когда вы полностью посвящаете себя изменению своего мышления. Это не задача на полдня. Это полная самоотдача. Каждая мысль, каждое действие, каждое решение должно соответствовать новому вам. Вы либо остаетесь прежним, либо развиваетесь. Нет середины, сотрите старую программу мышления. Запрограммируйте новый шаг в свою силу, глава 5, навсегда. Избавьтесь от негативного. Влияние ваше окружение формирует вашу судьбу. Люди, которые вас окружают, контент, который вы потребляете, и привычки, которые вы повторяете, все это определяет, каким человеком вы станете. Если вы постоянно подвергаетесь негативному влиянию, сомнениям в себе и отвлекающим факторам, вам будет трудно расти и перестроить себя. Вы должны навсегда удалить все негативное влияние из своей жизни. Негатив — это как вирус. Он распространяется
и ослабляет ваш разум. Если вы окружаете себя негативными людьми, вы начнете думать, действовать и жить, как они. Их сомнения станут вашими сомнениями, их страхи станут вашими страхами, а их неудачи станут вашим мышлением. Вы должны отрезать их, прежде чем они отравили ваше будущее. Некоторые люди высасывают из вас энергию, приносят драму, жалуются на все и никогда не предпринимают никаких действий, чтобы улучшить свою жизнь. Эти люди — якоря, а не крылья. Они удерживают вас в прошлом, пока вы пытаетесь построить свое будущее. Отпустите их. Токсичные отношения делают вас слабыми. Если кто-то постоянно привносит негатив в вашу жизнь, будь то друг, партнер или даже член семьи, вы должны установить границы. Вы не можете расти в токсичной среде, если кто-то сдерживает вас. Ему нет места в вашем будущем. На ваш разум влияет то, что вы смотрите, читаете и слушаете. Если вы постоянно потребляете негатив, будь то новости в социальных сетях или токсичные развлечения, вы программируете свой мозг на ожидание неудач, страха и беспокойства. Выбирайте контент, который развивает ваш разум, а не отравляет его. Ваш успех будет мешать некоторым людям, когда вы будете подниматься на новый уровень. Некоторым это не понравится. Они будут пытаться вернуть вас на свой уровень, заставить вас чувствовать вину за то, что вы изменились. Или будут смеяться над вашими достижениями. Игнорируйте их. Их мнение не имеет значения. Негатив маскируется под заботу. Некоторые люди будут притворяться, что заботятся о вас, говоря такие вещи, как «ты уверен, что это хорошая идея?» или «ты изменился?». Но на самом деле они боятся не вашей неудачи, а твой успех. Отстранись от них. Не все предназначены идти с тобой. Путь к величию одинок, потому что немногие готовы сделать то, что для этого нужно. Если ты будешь ждать одобрения или пытаться взять всех с собой, ты только замедлишь себя. Двигайся вперед, даже если это означает идти в одиночестве. Отстранение негатива не означает ненависть. Это означает защиту. Ты не удаляешь людей, потому что они тебе не нравятся. Ты удаляешь их, потому что они не соответствуют вашему видению. Вы должны защищать свою энергию любой ценой. Некоторые люди зависимы от драмы. Если кто-то постоянно сплетничает, жалуется или приносит в вашу жизнь ненужные проблемы, он не ваш друг. Он отвлекает вас. Отойдите от него, пока его хаос не стал вашей реальностью. Негатив убивает амбиции. Чем больше вы слушаете людей, которые в вас сомневаются, тем больше вы будете сомневаться в себе. Если вы хотите расти, вы должны окружить себя людьми, которые вдохновляют, поддерживают и бросают вам вызов. Будьте безжалостны в отношении тех, кому вы доверяете свои мысли. Ваш ближний круг должен отражать ваше будущее, а не прошлое. Если люди вокруг вас не подталкивают вас к тому, чтобы стать лучше, они удерживают вас на среднем уровне. Окружите себя победителями, а не жалобщиками. Чувство вины удерживает людей в токсичной среде. Многие люди остаются в окружении негативных влияний, потому что чувствуют вину за то, что уходят. Но вы не несете ответственности за спасение всех. Ваша первая ответственность перед собой. Вы становитесь похожими на тех 5 людей, с которыми проводите больше всего времени. Посмотрите на самых близких вам людей. Они дисциплинированы, целеустремленны, нацелены на рост. Если нет, то пора найти новый круг общения. Интернет полон негатива. Заблокируйте его. Социальные сети созданы для того, чтобы привлечь ваше внимание, часто подпитывая вас возмутительными новостями, драмами и отвлекающими факторами. Если что-то отнимает у вас энергию, отпишитесь, заблокируйте или удалите это.
Защитите свою концентрацию, отсеките негатив. Это касается не только людей, но и привычек. Если ваш распорядок дня наполнен прокрастинацией, плохим влиянием и бесполезными занятиями, вы саботируете свой собственный прогресс. Замените плохие привычки на эффективные рутины. Негативные люди будут испытывать вас. Оставайтесь сильными, когда начнете дистанцироваться от негатива. Некоторые люди будут пытаться вызвать у вас чувство вины, манипулировать вами или провоцировать вас. Не реагируйте. Оставайтесь сосредоточенными и продолжайте двигаться вперед. Как только вы избавитесь от негатива, вы увидите огромный рост, когда вас больше не будут истощать токсичные людьми. Ваша энергия, уверенность и дисциплина взлетят до небес. Это свобода, которая приходит от избавления от того, что вам больше не нужно. Вы обязаны себе создать жизнь, свободную от отвлекающих факторов, без негативного влияния, без потраченного впустую времени, без оправданий. Теперь вы контролируете свою жизнь. Окружите себя силой, мудростью и успехом. Избавьтесь от негатива. Постройте свое будущее и никогда не оглядывайтесь назад. Глава 6. Создание нерушимой рутины для роста. Ваша рутина — это фундамент вашего будущего. Человек, которым вы станете, формируется небольшими действиями, которые вы совершаете каждый день. Если у вас нет рутины, у вас нет направления. Если вы овладеете своей рутиной, вы овладеете своей жизнью. Успех зависит не от больших моментов, а от ежедневных привычек. Большинство людей ждут прорыва. Но настоящая трансформация происходит благодаря небольшим последовательным выборам, которые вы делаете каждый день. Ваш рост скрыт в вашей рутине. Нерушимая рутина устраняет потребность в мотивации. Многие люди терпят неудачу, потому что полагаются на мотивацию, которая приходит и уходит. Но сильный распорядок делает успех автоматическим. Вы не думаете о том, делать это или нет, вы просто делаете. Ваш утренний распорядок задает тон всему вашему дню. Если вы просыпаетесь поздно, проверяете телефон и спешите начать день, вы начинаете с хаоса. Но если вы просыпаетесь дисциплинированно, вы начинаете с контроля. Выиграйте утро, выиграйте день. Ваш распорядок должен быть построен на последовательности, а не совершенство. Главное не усложнять, а сделать ее устойчивой. Простая, повторяемая рутина приведет вас дальше, чем экстремальная, от которой вы откажетесь через неделю. Успех строится на постоянстве, а не на интенсивности. Дисциплина формируется через повторение. Если вы научите себя следовать структурированной рутине, ваша дисциплина будет расти с каждым днем, и со временем вам не понадобится сила воли. Она станет второй натурой. Повторение ведет к мастерству. Мощный режим устраняет отвлекающие факторы. Если ваш день заполнен пустой тратой времени, уведомлениями и бессмысленными занятиями, вам будет трудно расти. Устраните все, что не служит вашим целям. Ваше время — ваш самый ценный ресурс. Защищайте его. Расставьте приоритеты. Многие люди заняты, но непродуктивны. Сильный режим гарантирует, что вы сосредоточитесь на том, что действительно движет вас вперед. Выполняйте самые сложные и важные задачи в первую очередь. Ваши привычки определяют ваши результаты. Если у вас есть режим, который включает ежедневные физические упражнения, чтение и глубокую работу, ваша жизнь улучшится. Если ваша рутина включает отвлекающие факторы, прокрастинацию и вредные привычки, ваш прогресс будет медленным. Рутина формирует вашу реальность. Отслеживайте свою рутину, чтобы быть ответственным. Большинство людей терпят неудачу, потому что не отслеживают свой прогресс. Используйте планировщик, дневник или приложение, чтобы быть ответственным. То, что измеряется, улучшается. Просыпайтесь с миссией, а не с отвлекающими факторами.
Первый час не следует тратить на просмотр социальных сетей, отвечать на сообщения или поглощать негатив. Начните свой день с целью. Защитите свое ментальное пространство. Избавьтесь от усталости от принятия решений. Если вы тратите время на то, чтобы решить, чем заняться каждый день, вы истощаете свою энергию еще до того, как начали. Сделайте свой распорядок дня автоматическим, чтобы вам не приходилось думать, а просто действовать. Сократите количество решений, повысьте дисциплину. Вечерний распорядок дня также важен, как и утренний. То, как вы заканчиваете день, влияет на то, как вы начнете следующий. Установите время, когда вы отключаетесь от всего, что отвлекает вас. Поразмыслите над своим прогрессом и подготовьтесь к времени, чтобы отключиться от отвлекающих факторов. Поразмыслить над своими успехами и подготовиться к завтрашнему дню, и вы будете победителем утра. Никогда не пропускайте 2 дня подряд. В жизни бывают разные обстоятельства, и вы можете пропустить день. Но ключ к долгосрочному успеху никогда не пропускать 2 дня подряд. Если вы сошли с пути, немедленно вернитесь на него. Импульс — это все. Устраните ненужный стресс из своей рутины, если она кажется вам бременем. Вы не будете ее соблюдать. Разработайте систему, которая будет бросать вам вызов, но также вписывается в вашу жизнь. Дисциплина должна давать вам силы, а не изматывать. Научитесь любить процесс, а не только результат. Большинство людей бросают дело, потому что сосредоточены только на результате. Но настоящий успех приходит, когда вы влюбляетесь в повседневную работу. Сделайте свою рутину чем-то, что вам нравится, и вы никогда не перестанете совершенствоваться. Ваш уровень энергии зависит от вашей рутины. Плохой сон, нездоровое питание и отсутствие физических упражнений истощают вас. Структурированная рутина, в которой приоритет отдается здоровью, движению и восстановлению, даст вам больше энергии и сосредоточенности. Позаботьте за своим телом. Оно питает ваш разум. Избегайте перегрузки. Некоторые люди пытаются втиснуть в свой день слишком много и в итоге выгорают. Сосредоточьтесь на нескольких высокоэффективных привычках и выполняйте их последовательно. Качество важнее количества. Оставайтесь гибкими, но никогда не теряйте дисциплину. Будут дни, когда все пойдет не так, как запланировано. Вместо того, чтобы сдаваться, приспосабливайтесь и продолжайте двигаться вперед. Нерушимая рутина гибкая, но она никогда не останавливает вас. Либо вы контролируете свою рутину, либо она контролирует вас. Большинство людей позволяют жизни, диктуют им график. Но успешные люди берут контроль над своим временем, приоритетами и энергией. Составьте распорядок дня, который будет служить вашему будущему, и никогда не отказывайтесь от него. Ваш распорядок дня — это план вашего успеха. Освойте его, и вы освоите свою жизнь. Ваш распорядок дня — это отражение ваших приоритетов. Если вы говорите, что для вас важны успех, здоровье или самодисциплина, но ваши ежедневные действия не соответствуют этому, то вы обманываете себе. Ваш распорядок дня должен соответствовать вашим целям. Успех — это не одноразовое событие. Это ежедневная привычка. Люди часто думают, что величие достигается в одночасье, но на самом деле это результат небольших последовательных действий, повторяемых каждый день. Ваш распорядок дня — это ваш путь к долгосрочному успеху. Сильный распорядок дня устраняет сомнения и колебания. Если вы просыпаетесь без плана, вы тратите время на то, чтобы решить, что делать. Но когда ваш распорядок дня четкий, вы не колеблетесь, немедленно приступаете к действию. Ясность ведет к выполнению. То, как вы начинаете свой день, определяет ваш импульс. Если вы начинаете день в спешке, перегруженные или отвлеченные, вам будет трудно сосредоточиться позже. Но если вы начинаете с дисциплины и структуры, вы перенесете этот импульс на все, что вы делаете. Лучшие рутины балансируют дисциплину и гибкость.
Хотя структура является ключевым моментом, вы также должны научиться адаптироваться. Возникнут неожиданные проблемы, и жизнь проверит вашу способность оставаться последовательными. Приспосабливайтесь, когда это необходимо, но никогда не теряйте фокус. Небольшие изменения в вашем распорядке дня со временем приведут к огромным результатам. Вам не нужно перестраивать всю свою жизнь за одну ночь. Начните с одной привычки. Освойте ее, а затем добавьте еще одну. Комплексный эффект позаботится об остальном. Ваш распорядок дня должен выводить вас из зоны комфорта. Если ваши повседневные привычки легки, они не заставят вас расти. Лучшие распорядки дня бросают вам вызов, чтобы вы совершенствовались, даже когда это неудобно. Рост начинается там, где заканчивается комфорт. Устраните отвлекающие факторы, прежде чем они сорвут ваш прогресс. Если уведомления на телефоне или ненужные задачи постоянно прерывают ваш распорядок дня, вы позволяете им красть ваше время. Берегите свою концентрацию, как свою жизнь. Эффективный распорядок дня ставит во главу угла глубокую работу. Многозадачность снижает вашу эффективность. Вместо того, чтобы пытаться выполнить 100 задач, сосредоточьтесь на самых важных. 1 час глубокой сосредоточенной работы стоит больше, чем 5 часов работы, полной отвлекающих факторов. Вы должны научить себя доводить дело до конца, несмотря ни на что. В некоторые дни не хочется придерживаться своего распорядка. Именно такие дни являются самыми важными. Дисциплина означает появляться даже тогда, когда не хочется. Ваше тело и ум работают лучше всего, когда у них есть структура. Если вы постоянно меняете режим сна, привычки питания или рабочий график, ваш уровень энергии будет нестабильным. Стабильный распорядок дня позволяет вам работать с максимальной эффективностью. Самые сильные люди в мире имеют дисциплинированный распорядок дня. Спортсмены, предприниматели и высоко достижениями все имеют структурированные ежедневные привычки. Если вы хотите быть великим, вы должны следовать тем же принципам. Исключение из жизни факторов, отнимающих время, сразу же улучшит ваш распорядок дня. Если вам трудно оставаться последовательным, посмотрите, на что уходит ваше время. Большинство людей тратят часы на отвлекающие факторы, даже не осознавая этого. Проанализируйте свой день, устраните ненужные вещи и сосредоточьтесь на том, что важно. Создание распорядка дня требует времени, но бросить его можно за секунды. Многие люди начинают с большим энтузиазмом, но слишком быстро сдаются. Успех не зависит на том, как быстро вы начали, а в том, как долго вы можете поддерживать свои усилия. Оставайтесь верными процессу. Лучшие режимы не оставляют места для оправданий. Если ваш план слабый, вы всегда найдете причины, чтобы его нарушить. Сделайте свой режим настолько простым и эффективным, чтобы не было оправданий для его нарушения. Постоянно пересматривайте и усовершенствуйте свой режим по мере роста. Ваш график должен развиваться. То, что работало год назад, может быть неэффективно сегодня. Регулярно улучшайте и обновляйте свои привычки, чтобы продолжать прогрессировать. Ваша рутина должна сделать вас неудержимым. Когда вы выработаете сильные привычки в своем дне, вам больше не понадобится мотивация или напоминания. Вы будете действовать по системе, которая делает прогресс автоматическим. Так вы добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. Удалите из своих привычек, ведущих к успеху, все необязательное. Привычки, которые ведут к успеху, никогда не должны быть предметом переговоров. Если вы относитесь к дисциплине как к чему-то необязательному, вы всегда найдете оправдание, чтобы пропустить ее. Сделайте успех своим непреложным стандартом. Если вы не контролируете свой день,
Это сделает кто-то другой. Без сильной рутины вы попадете в планы, требования и отвлекающие факторы других людей. Возьмите контроль над своим временем, или мир отнимет его у вас. Самый быстрый способ — изменить свою жизнь, изменить свою рутину. Если вы недовольны тем, где вы находитесь, начните с изменения своих ежедневных привычек. Ваше будущее строится на том, что вы делаете сегодня. Разработайте свой распорядок с целью, выполняйте его дисциплинированно и наблюдайте, как меняется ваша жизнь. Глава 7. Овладение эмоциональным контролем и самодисциплиной. Ваши эмоции могут быть вашим самым сильным оружием или самым большим слабостью. Если вы позволите им контролировать вас, они приведут вас к гневу, страху и неправильным решениям. Но если вы научитесь управлять ими, вы станете неудержимым. Эмоциональный контроль — основа истинной силы. Дисциплина — это делать то, что нужно, независимо от того, как вы. Многие люди действуют под влиянием эмоций. Если они чувствуют мотивацию, они работают усердно. Если чувствуют лень, они откладывают дела на потом. Настоящая дисциплина означает действовать независимо от настроения. Эмоциональная реакция делает вас слабым, когда вы позволяете гневу, разочарованию или печали диктовать ваши решения. Вы теряете контроль. Самые сильные люди — это не те, кто никогда не испытывает эмоций, а те, кто не позволяет эмоциям контролировать свои действия. Вы должны научить себя останавливаться, думать и реагировать логически. Самодисциплина формируется в моменты, когда вы хотите сдаться. Каждый раз, когда вы продолжаете, даже когда вам не хочется, вы укрепляете свой дух. Дисциплина не формируется, когда все легко, она формируется, когда все сложно. Чтобы победить, нужно постоянство, даже когда вы устали, разочарованы или немотивированы. Умение управлять эмоциями означает умение управлять терпением. Многие люди терпят неудачу, потому что хотят результатов сразу, но успех требует времени. Способность оставаться терпеливым и сосредоточенным, даже когда прогресс идет медленно, отличает победителей от тех, кто сдается. Самоконтроль означает умение говорить, когда нужно, и молчать, когда нужно. Не каждая битва требует борьбы. Иногда самое сильное, что вы можете сделать, это сохранять спокойствие. В то время как другие реагируют эмоционально, молчание часто сильнее слов. Дисциплина — это способность принимать решения, основанные на логике, а не импульсах. Люди, которым не хватает дисциплины, поддаются искушениям, будь то нездоровая еда, отвлекающие факторы или вредные привычки. Дисциплинированный ум всегда выбирает долгосрочный успех, а не кратковременное удовольствие. Ваши эмоции временны, но ваши действия имеют долгосрочные последствия. Если вы позволяете эмоциям диктовать ваше поведение, вы можете позже пожалеть о своем выборе. Прежде чем принять какое-либо решение, спросите себя, поможет ли это мне в долгосрочной перспективе? Дисциплинированный человек не нуждается в мотивации. Большинство людей ждут, пока почувствуют вдохновение, прежде чем приступить к действию. Но мотивация ненадежна. Дисциплина означает выполнять работу. Хочешь ты этого или нет. Контролировать свои эмоции означает контролировать свое внимание. Если вы позволяете каждому небольшому неудобству влиять на вас, вы никогда не останетесь на правильном пути. Научитесь переключать свое внимание на свои цели, независимо от того, что происходит вокруг вас. Разум можно тренировать так же, как тело. Если вы ежедневно работаете над контролем эмоций, это становится легче, как поднимать тяжести. Тренируйте силу, практикуйте дисциплину. Она укрепляет ваш разум. Чем больше вы практикуете, тем сильнее становитесь. Ваши эмоции должны быть инструментами,
Не препятствиями страх может подтолкнуть вас к подготовке. Гнев может подтолкнуть вас к улучшению. Печаль может напомнить вам о том, что важно. Вместо того, чтобы позволять эмоциям контролировать вас, используйте их для стимулирования своего роста. Дисциплина создает свободу. Большинство людей думают, что дисциплина ограничивает. Но на самом деле все наоборот. Когда вы дисциплинированы, вы контролируете свою жизнь. Вы не тратите время, деньги или энергию на вещи, которые не имеют значения. Чем более дисциплинирован вы, тем свободнее вы становитесь. Сильный ум не подвержен негативным влияниям. Когда вы овладеете контролем над эмоциями, никакая критика, неудачи или отказ не смогут сломить вас. Вы перестанете воспринимать все на свой счет и останетесь сосредоточенными, независимо от того, что говорят или делают другие. Овладение эмоциями также означает овладение самоуважением. Когда вы теряете контроль, вы часто сожалеете о своих поступках, но когда вы остаетесь дисциплинированными и собранными, вы зарабатываете самоуважение. Человек, уважающий себя, не может быть сломлен другими. Самодисциплина — это главное конкурентное преимущество в мире, где большинство людей управляются эмоциями, импульсами и отвлекающими факторами. Человек, который может оставаться сосредоточенным, спокойным и дисциплинированным, всегда будет выше вас. Ваша способность контролировать себя определяет ваш уровень успеха. Вам не нужно разрешение, чтобы взять под контроль свои эмоции. Многие люди винят в своей недисциплинированности свое прошлое, воспитание или обстоятельства, но в любой момент вы можете решить измениться. Власть уже в ваших руках. Ваши чувства не определяют ваше будущее, а ваши привычки. Разница между победителями и проигравшими заключается не в интеллекте, таланте или удаче, а в способности оставаться последовательным, даже когда это трудно. Самодисциплина — это то, что отличает средних от элиты. Самый сильный человек в комнате — тот, кто меньше всего подвержен влиянию своих эмоций. Сила — это не громкие реакции или агрессия. Настоящая сила — это способность оставаться спокойным, сосредоточенным и решительным, независимо от того, что происходит вокруг вас. Контроль над эмоциями делает вас неудержимым. В тот момент, когда вы овладеете своими эмоциями, вы овладеете своей жизнью. Люди, которые эмоционально реагируют на каждую ситуацию, тратят энергию на вещи, которые они не могут контролировать. Вместо того, чтобы позволять эмоциям управлять вами, научитесь контролировать их и направлять эту энергию на достижение своих целей. Ваши эмоции не являются фактами. То, что вы чувствуете себя подавленным, злым или тревожным, не означает, что ваши чувства говорят вам правду. Эмоции — это сигналы, но они не являются реальностью. Тренируйте себя реагировать логически, а не эмоционально. Дисциплинированный ум не боится дискомфорта. Многие люди избегают сложных разговоров, трудных задач или неприятных эмоций, но дисциплина означает ставить перед собой задачу и выполнять ее, даже если это трудно. Дискомфорт — это путь к силе. Вы должны контролировать свои эмоции, прежде чем они начнут контролировать вас. Если вы не будете контролировать свои мысли, чувства и реакции, это сделает кто-то другой. Люди, которые не обладают контролем над эмоциями, легко манипулировать. Сильный ум не может быть подчинен внешним силам. Самодисциплина означает принятие решений с учетом своего будущего. Слабые люди делают выбор, основываясь на том, что им приятно в данный момент. Но дисциплинированный человек думает наперед.
Поможет ли мне это в долгосрочной перспективе или навредит? Это вопрос, который вы должны задать себе. Сила контроля над эмоциями — это сила терпения. Когда вы реагируете слишком быстро, вы совершаете ошибки. Когда вы остаетесь терпеливыми и наблюдаете, вы принимаете более разумные решения. Сильные люди действуют стратегически, а не под влиянием импульсов. Гнев, страх и разочарование никогда не должны контролировать ваши действия. Испытывать эти эмоции естественно, но действовать под их влиянием, не думая, опасно. Дисциплина — это способность сохранять спокойствие и хладнокровие в стрессовых ситуациях. Ваш успех зависит от того, насколько хорошо вы умеете управлять своими эмоциями. Эмоциональный контроль влияет на бизнес, отношения и личностный рост. Если вы можете сохранять спокойствие, когда другие паникуют, вы всегда будете в выигрыше. Дисциплина — это последовательность, а не совершенство. Будут дни, когда вы ошибитесь, потеряете концентрацию или позволите эмоциям взять верх. Но главное не сдаваться, восстановить контроль, перезагрузиться и продолжать двигаться вперед. Большинство людей — пленники своих импульсов. Они поддаются желаниям, отвлекающим факторам и эмоциональным реакциям, не задумываясь. Но настоящая свобода приходит, когда вы контролируете свой разум. Дисциплина создает свободу, а не ограничения. Вы должны научить себя действовать, а не реагировать. Если кто-то вас оскорбляет, вы ответите гневом или останетесь спокойным и сохраните контроль. Если вам хочется пропустить тренировку, вы поддадитесь или преодолеете себя. Ваша реакция определяет ваши результаты. Ваши эмоции нужно контролировать, как бюджет. Если вы тратите всю свою энергию на стресс, негатив и реакцию на мелочи, у вас не останется ничего для достижения целей. Берегите свою психическую энергию, тратьте ее с умом. Дисциплина — это понимание того, чего вы действительно хотите, когда ваши цели ясны. Отвлекающие факторы искушения и ненужные эмоции теряют свою силу. Сосредоточьтесь на своей главной цели. Спокойный ум видит возможности там, где другие видят препят, и ненужные эмоции теряют свою силу. Сохраняйте фокус на своей большой цели. Спокойный ум видит возможности там, где другие видят препятствия. Способность оставаться устойчивым в трудные времена позволяет вам видеть решения вместо проблем. Контроль над эмоциями помогает вам принимать более разумные решения. Ваши триггеры — это ваши слабости. Устраните их, если определенные люди, ситуации или привычки заставляют вас терять контроль. Удалите их из своей жизни. Дисциплина — это не только сила воли. Это создание среды, которая поддерживает ваш рост. Умственная сила формируется в моменты борьбы. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, избегаете бессмысленных споров или выбираете дисциплину вместо комфорта, вы укрепляете свой ум. Рост происходит, когда вы преодолеваете свои импульсы. Самодисциплина не требует мотивации. Она требует приверженности. Если вы будете ждать, пока вам захочется, вы никогда не будете последовательны. Самые сильные люди действуют, независимо от настроения. Вы должны быть привержены своим целям каждый день. Вы несете ответственность за то, как вы реагируете, что бы ни случилось. Жизнь будет бросать вам вызовы, люди будут испытывать вас, и на вашем пути будут появляться препятствия. Но в конце концов, вы сами решаете, как реагировать. Выбирайте контроль, выбирайте силу, выбирайте дисциплину. Дисциплина превращает ваши мечты в реальность.
Большинство людей терпят неудачу не потому, что им не хватает таланта, а потому что им не хватает последовательности. Если вы овладеете самодисциплиной, для вас не будет ничего недостижимого. Глава 8. Переосмысление своей личности с нуля. Человек, которым вы были вчера, не обязательно должен быть тем, кем вы являетесь сегодня. Вы не связаны своими прошлыми ошибками, неудачами или ограничениями. Переосмысление — это выбор, и вы можете перестроить себя в того, кем вы хотите стать. Ваша личность не является чем-то неизменным. Она создается. Многие люди верят, что они такие, какие есть. Но это неправда. Ваши мысли, привычки и поступки формируют то, кем вы становитесь. Если вы хотите новую жизнь, вы должны создать новую личность, стереть ярлыки, которые вас ограничивают. Общество, семья и даже ваше собственное прошлое могли навесить на вас ярлыки: застенчивый, ленивый, слабый, неудачник. Но это не навсегда. Вы можете переосмыслить себя, выбрав новые действия и образ мышления, освободившись от старых шаблонов. Если вы будете продолжать делать то, что всегда делали, вы останетесь прежним. Переосмысление требует выхода из зоны комфорта и выработки новых привычек, которые соответствуют тому, кем вы хотите стать. Ваш ум должен измениться, прежде чем изменится ваша жизнь. Первый шаг к изменению себя — это изменение своего мышления. Если вы верите, что вы все еще тот же человек, вы будете продолжать вести себя так же. Визуализируйте новую версию себя и действуйте соответственно. Окружите себя людьми, которые отражают вашу новую личность. Если вы хотите быть дисциплинированным, окружите себя дисциплинированными людьми. Если вы хотите успеха, учитесь у успешных людей. Ваше окружение влияет на вашу трансформацию. Слова, которые вы говорите о себе, формируют вашу реальность. Перестаньте говорить «я плохо это делаю» или «я не могу измениться». Вместо этого начните говорить «я улучшаюсь», «я дисциплинирован», «я способен». Ваши слова программируют ваше подсознание. Возьмите на себя полную ответственность за свое превращение. Никто не придет вас спасти. Никто не построит нового вас за вас. Вы должны решить взять контроль в свои руки и перестроить себя изнутри. Ваши привычки должны отражать человека, которым вы хотите стать. Если вы хотите быть уверенным в себе, практикуйте уверенность. Если вы хотите быть дисциплинированным, практикуйте дисциплину. Ваша личность формируется посредством повторяющихся действий, а не желаний. Уничтожьте любую часть своего прошлого, которая больше не служит вам. Если определенные поступки, места или отношения мешают вам двигаться вперед, вы должны от них отказаться. Вы не можете стать новым человеком, держась за старый багаж. Переосмысление требует жертв. Цена становления лучшей версией себя — отказ от старой версии. Это означает отказ от вредных привычек, токсичного окружения и комфорта вашей прошлой личности. Вы должны быть готовы чувствовать себя некомфортно. Переосмысление себя означает шаг в неизвестное. Будут моменты сомнений, страха и сопротивления, дистанции. Но продвигайтесь вперед. Рост всегда сопровождается дискомфортом. Каждое ваше решение либо строит нового вас, либо укрепляет старого. Каждое ваше действие
либо усиливает вашу трансформацию, либо удерживает вас на месте. Выбирайте мудро. Ваша новая личность требует дисциплины, а не совершенства. Вы будете совершать ошибки на этом пути, но ошибки не определяют вас. Вас определяет ваша способность вернуться и продолжать двигаться вперед. Ваше представление о себе определяет вашу реальность. Если вы видите себя слабым, неудачливым или неспособным, вы будете действовать соответственно. Но если вы видите себя сильным, целеустремленным и решительным, вы начнете воплощать эти качества. Вы должны поверить в свою новую личность раньше, чем это сделает мир. Мир не признает вашу трансформацию, пока вы не докажете ее последовательными действиями. Ведите себя так, как человек, которым вы хотите стать, даже до того, как это признают другие. Держите свою перемену в тайне, пока она не станет неоспоримой. Некоторые люди будут сомневаться в твоей перемене. Они будут ждать, что ты вернешься к старым привычкам. Пусть твои действия говорят за тебя. Стань настолько последовательным, что никто не сможет отрицать твой рост. Твое прошлое больше не определяет тебя. Твои сегодняшние действия имеют значение, независимо от того, сколько раз ты терпел неудачи, боролся или застревал. Ничто из этого не имеет значения. Важно то, что ты решишь делать дальше. Переосмысление себя — это не одноразовое событие. Это процесс, который длится всю жизнь. Вы постоянно развиваетесь и растете. Нет окончательной версии вас. Продолжайте расти, совершенствоваться и никогда не соглашайтесь на меньшее, чем ваш полный потенциал. Старый вы ушел, новый вы создается. Сохраняйте сосредоточенность, дисциплину и никогда не оглядывайтесь назад. Мир будет пытаться напомнить вам о том, кем вы были, но вы не должны слушать. Люди могут пытаться удержать вас в прошлом, но их мнение не определяет ваше будущее. Вы сами решаете, кем вы станете. Переосмысление требует изменения идентичности, а не просто изменения поведения. Вы не можете просто изменить то, что вы делаете. Вы должны изменить то, как вы видите себя. Ваши новые действия должны соответствовать вашему новому мышлению. Будьте готовы отказаться от отношений, которые не способствуют вашему росту. Некоторые люди будут сопротивляться вашей трансформации, потому что она заставляет их столкнуться с собственным застоем. Если они не уважают ваш росту, они не заслуживают твоего присутствия. Твое новое «я» должно стать неподверженным обсуждению. Если ты позволишь себе вернуться к прежней жизни, ты это сделаешь. Но если ты решишь, что прежний, ты ушел навсегда, ты никогда не оглянешься назад. Полностью посвяти себя процессу переосмысления. Это неприятно, но необходимо. Рост болезнен, потому что заставляет тебя столкнуться со своими слабостями, но еще больнее — оставаться прежним и жить с сожалениями. Изменение личности начинается с твоих ежедневных выборов. Человек, которым вы пытаетесь стать, строится на том, что вы делаете каждый день. Повторение делает вашу трансформацию реальной. Ваша новая идентичность требует новых стандартов. Старый вы принимал посредственность, лень и отвлекающие факторы. Новый вы требует сосредоточенности, дисциплины и последовательности. Повысьте свои стандарты и никогда не понижайте их снова. Возьмите полный контроль над историей, которую вы рассказываете себе. Если вы будете продолжать говорить себе, что вы слабы, вы будете слабы. Но если вы начнете говорить себе, что вы сильны, дисциплинированы и неудержимым, ваш разум начнет в это верить. Перестаньте искать разрешения, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Никто не одобрит вашу трансформацию. Никто не подтвердит ваш прогресс. Вы должны решить, что ваше перерождение реально, и действовать соответственно. Ваша трансформация
займет время, но это не значит, что она не работает. То, что вы не видите результатов сразу, не значит, что вы не меняетесь. Доверьтесь процессу и продолжайте появляться каждый день. Перерождение — это приведение своих привычек в соответствии со своим видением. Если ваши привычки отражают того человека, которым вы были раньше, вы останетесь прежним. Если ваши привычки отражают того человека, которым вы хотите стать, вы будете расти вместе с ними. Ваша новая личность сначала будет казаться вам незнакомой, потому что вы вступаете на неизвестную территорию, но в конечном итоге новый вы станет вашим нормальным состоянием. Примите дискомфорт. Это доказательство того, что вы развиваетесь. Вы должны избавиться от всего, что тянет вас назад, к старым привычкам. Если определенные места, рутина или люди напоминают вам о вашем прошлом, ограничьте их или удалите из своей жизни. Создайте среду, которая будет способствовать вашему росту. Каждое ваше действие — это голос за того, кем вы хотите стать. Если вы пропускаете тренировку, вы голосуете за старого себя. Если вы остаетесь последовательными, вы голосуете за нового себя. Пусть каждое решение имеет значение. Ваш разум будет сопротивляться изменениям, это нормально. Мозг предпочитает к привычному, даже если это привычное вредно. Преодолейте сопротивление, и в конце концов ваш разум приспособится к вашей новой личности. Воплотите в себе черты своего будущего «я» прямо сейчас. Если вы хотите быть уверенным в себе, ведите себя уверенно сегодня. Если вы хотите быть дисциплинированным, практикуйте дисциплину сегодня. Не ждите перемен, создавайте их сами. Чем больше вы входите в свою новую личность, тем более естественной она будет вам. Сначала вы будете чувствовать себя самозванца, но со временем ваши действия укрепят вашу трансформацию. Продолжайте, пока новый вы не станет неоспоримым. Успех требует от вас отрыва от старой версии себя. Вы не можете расти, если постоянно оглядываетесь назад. Отпустите прошлое и примите будущее. Нет предела тому, кем вы можете стать. Переосмысление себя — это не просто становление лучше. Это раскрытие всего вашего потенциала. Вы способны на большее, чем вы когда-либо могли себе представить. Человек, которым вы были, ушел. Человек, которым вы становитесь, обладает безграничной силой. Продолжайте строить, продолжайте развиваться. Лучшая версия вас еще впереди. Глава 9. Искусство самодостаточности. Никто не придет вас спасти. Чем раньше вы примете эту правду, тем раньше сможете полностью контролировать свою жизнь. Многие люди ждут наставника, идеальной возможности или помощи извне, но на самом деле единственный человек, ответственный за ваш успех, это вы сами. Самодостаточность означает стать своим собственным лидером, вместо того, чтобы полагаться на других в вопросах направления, подтверждения или мотивации. Вы должны создать себя сами, научиться доверять своему собственному суждению и действовать, не дожидаясь одобрения. Самые сильные люди в мире стоят один на один. Они не полагаются на других, чтобы продвигаться вперед. Они ставят свои собственные цели, дисциплинируют себя и движутся с целью. Если вы хотите быть несокрушимым, вы должны научиться стоять на своих ногах. Зависимость ослабляет вас. Когда вы постоянно полагаетесь на других в решении своих, вы теряете способность решать их самостоятельно. Самостоятельность заставляет вас стать находчивым, стойким и способным. Вы должны перестать ждать, что люди поймут ваше видение. Никто не увидит ваши мечты так ясно, как вы, и никто не будет заботиться о вашем росте так, как вы.
Перестаньте искать одобрения и начните действовать. Все ответы, которые вам нужны, находятся внутри вас. Большинство людей ищут руководство во внешних источниках, но истинная мудрость приходит от самоанализа, а не от постоянного совета. Доверяйте себе настолько, чтобы принимать собственные решения. Научитесь полагаться на свои собственные навыки. Если вы полагаетесь на других в деньгах, поддержке или мотивации, вы всегда будете в их власти. Построй тебя свой фундамент, чтобы никто не мог лишить вас стабильности. Самостоятельность означает принимать ответственность за все в своей жизни, больше не винить обстоятельства, людей или прошлое. Все в ваших руках, и в тот момент, когда вы это примете, вы станете неудержимыми. Большинство людей боятся одиночества, потому что боятся самих себя. Они избегают одиночества, потому что не хотят сталкиваться со своими мыслями, неуверенностью и слабости. Но столкновение с самим собой — единственный путь к росту. Быть самостоятельным не означает отказываться от помощи. Это означает, что вы не нуждаетесь в ней. Нет ничего плохого в том, чтобы принимать советы или поддержку, но вы никогда не должны зависеть от них. Вы должны быть способны процветать с помощью или без помощи. Настоящая свобода приходит от самодостаточности, когда вы больше не полагаетесь на других в финансовом плане, в эмоциональной стабильности или самооценке. Вы обретаете полную независимость. Никто не может контролировать вас, манипулировать вами или иметь над вами власть. Самостоятельность формирует непоколебимую уверенность в себе, когда вы знаете, что можете справиться совсем самостоятельно. Вы идете по жизни с уверенностью, перестаете бояться неизвестного, потому что верите в свою способность адаптироваться и преодолевать препятствия. Мир вознаграждает тех, кто берет контроль в свои руки. Люди, которые колеблются, полагаются на других и ждут помощи, всегда остаются позади. Те, кто действует, принимает решения и верит себе, достигают успеха. Эмоциональная самостоятельность также важна, как и физическая независимость. Если ваше счастье зависит от внешнего одобрения, вы всегда будете под контролем мнения других. Научитесь быть в мире с собой, и никто не сможет поколебать вашу уверенность. Вы должны быть готовы идти против толпы. Большинство людей следует за стадом, боясь думать самостоятельно. Но настоящая самостоятельность требует смелости, независимого мышления и способности стоять на своем, если необходимость — лучшая проверка самостоятельности. Когда жизнь становится сложной, вы ищете кого-то, кто решит ваши проблемы, или сами ищете выход. То, как вы реагируете на трудности, определяет, насколько вы сильны. Самостоятельность строится на действиях, а не на теории. Чтение о независимости не сделает вас независимым. Вы должны практиковаться в принятии решений, преодолении трудностей и твердости в своих выборах. Опыт — лучший учитель. Вы — ваш самый ценный актив. Все остальное — деньги, отношения, возможности — может быть у вас отнято, но ваши навыки, знания, дисциплина и образ мышления останутся с вами навсегда. Инвестируйте в себя в первую очередь. Вы сами ответственны за свой успех. Никто другой не несет ответственности за ваш рост, счастье или удовлетворение. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны взять на себя полную ответственность и построить ее своими руками. Овладейте самостоятельностью, станьте непоколебимой силой, возьмите контроль в свои руки, действуйте и создайте жизнь, которую вы хотите, на своих условиях. Вы должны стать источником своей силы. Жизнь будет испытывать вас, люди будут уходить, обстоятельства будут меняться. Если ваша сила зависит от других,
вы всегда будете уязвимы. Настоящая сила приходит от осознания того, что вы можете положиться на себя, что бы ни случилось. Перестаньте ждать разрешения действовать. Многие люди откладывают свои мечты, потому что ждут, пока кто-то одобрит их идеи или поддержит их путь. Но если вам нужно разрешение, вы не свободны. Дайте себе разрешение и двигайтесь вперед. Самостоятельность — это умение решать свои проблемы, когда что-то идет не так. Слабые люди ищут, кого обвинить. Сильные решения. Если вы хотите построить прочную жизнь, станьте человеком, который находит решения, а не оправдания. Вам не нужно чего-то одобрения, чтобы добиться успеха. Некоторые будут сомневаться в вас, некоторые будут критиковать вас, но их мнение не оплатит ваши счета, не улучшит ваши навыки и не построит ваше будущее. Перестаньте искать одобрения и начните стремиться к прогрессу. Научитесь наслаждаться собственным обществом. Если вы не можете быть наедине с собой, это означает, что у вас есть нерешенные проблемы, с которыми нужно справиться. Самостоятельные люди чувствуют себя комфортно в своем собственном обществе, потому что они доверяют и уважают себя. Ваш образ мышления определяет уровень вашей независимости. Если вы всегда верите, что вам нужна помощь, вы останетесь зависимым. Но если вы верите, что можете разобраться во всем самостоятельно, вы всегда найдете выход. Ваши убеждения формируют вашу реальность. Полагаться на других в поисках мотивации опасно. Мотивация исчезает, если вы зависите от внешних источников, которые подталкивают вас вперед. Вы развалитесь, когда они исчезнут. Дисциплина, а не мотивация, является ключом к долгосрочному успеху. Ваша способность адаптироваться делает вас неудержимым. Жизнь непредсказуема, и те, кто не может приспособиться, останутся позади. Самостоятельные люди не потрясаются от перемен, потому что они выработали навыки, позволяющие им справляться с чем угодно. Они не паникуют, а меняют направление. Оправдания разрушают самостоятельность. Каждый раз, когда вы вините кого-то другого в своих неудачах, вы отдаете свою силу. Каждый раз, когда вы говорите «я не могу», вы ослабляете себя. Примите полную ответственность за свои выборы, и вы полностью контролируете свое будущее. Ваше прошлое не определяет ваш уровень независимости. У некоторых людей было трудное детство, нехватка ресурсов или ограниченная поддержки, но это не значит, что они обречены на борьбу. Самостоятельность не зависит от того, с чего вы начали, а от того, что вы выбрали для себя. Учитесь, приобретайте навыки, которые сделают вас самодостаточными, если вы хотите быть по-настоящему независимыми. Развивайте ценные навыки, финансовые знания, коммуникативные навыки, навыки решения проблем и критического мышления. Это выделит вас из толпы. Когда вы сможете обеспечить себя во всех отношениях, вы станете недосягаемыми. Самостоятельность означает принять неудачу как учителя. Если вы боитесь провала, вы никогда не будете расти. Каждая ошибка — это возможность научиться чему-то и стать сильнее. Чем больше вы принимаете неудачи, тем смелее становитесь. Слабые люди жалуются, самостоятельные люди действуют. Мир полон людей, которые винят систему, свое прошлое или неудачу. Но жалобы ничего не меняют. Только действия приводят к прогрессу. Перестаньте говорить о проблемах и начните работать над решениями. Освоить самостоятельность означает контролировать свои эмоции. Если вы позволите своим чувствам контролировать ваши решения, вы никогда не будете стабильны. Научитесь думать логически, действовать стратегически и оставаться спокойным под давлением. Контроль над эмоциями — это суперсила. Самые сильные люди строят себя в тишине. Когда вы действительно независимы, вам не нужно объявлять о своих успехах. Ваши действия будут говорить сами за себя. Работайте в тишине, и пусть ваш успех говорит за вас. Не все поймут вашу самостоятельность, и это нормально. Некоторые люди будут думать, что вы отстранены, бесчувственны или слишком серьезны. Пусть думают, что хотят.
Вы здесь не для того, чтобы вписываться. Вы здесь, чтобы проложить свой собственный путь. Самостоятельность означает никогда не быть жертвой. Плохие вещи случаются с каждым, но самостоятельные люди отказываются позволять обстоятельствам определять их. Вы не жертва жизни. Вы архитектор своей судьбы. Лучшее вложение, которое вы можете сделать, это в себя. Чем больше вы совершенствуете свои навыки, мышление или дисциплину, тем меньше вам придется полагаться на других. Когда вы ваш самый большой актив, вы всегда будете в безопасности. Ваше наследие будет построено вашими действиями, а не словами. Слова дешевы. Важно только то, что вы действительно делаете. Развивайте свои навыки, оттачивайте мышление и действуйте решительно. Стойте на своих ногах, доверяйте себе, постройте сильную и независимую жизнь. Это и есть истинное искусство самодостаточности. Глава 10. Превращение боли в силу. Боль не является вашим врагом, она ваш лучший учитель. Каждое испытание, каждая неудача и каждая борьба несут в себе урок. Большинство людей пытаются избежать боли, но самые сильные люди учатся использовать ее как топливо для роста. Боль показывает ваши слабости. Она показывает вам, где вам не хватает, где вам нужно улучшиться и чего вы избегаете. Неудобства, вместо того, чтобы бежать от боли, смотрите ей в лицо и извлекайте урок. Люди, которые растут больше всего, это те, кто терпит больше всего. Ни один великий лидер, спортсмен или воин не был создан в комфорте. Боль заставляет вас подниматься на новый уровень, развивать стойкость и эволюционировать в более сильную версию себя. Ваши борьбы либо сломают вас, либо создадут вас. Выбор за вами. Некоторые люди позволяют боли победить себя, а другие используют ее, чтобы подняться выше. Тот же огонь, который плавит слабых, закаляет сильных. Боль является доказательством того, что вы живы и способны к изменениям. Если вы чувствуете боль, это значит, что вы выходите за пределы своих возможностей. Рост не происходит в комфорте. Он происходит в моменты, когда вы хотите сдаться, но решаете продолжать. Трудности закаляют дух. Когда жизнь становится сложной, большинство людей сломаются. Но если вы научитесь терпеть страдания, не ломаясь, вы станете неудержимыми. Способность оставаться сильным под давлением отделяет победителей от тех, кто сдается. Вы можете превратить любую боль в силу, будь то эмоциональное, физическое или душевное страдание. У вас есть два выбора: позволить ему контролировать вас или использовать его, чтобы закалить свой ум и дисциплину. Ваша боль может стать оружием, если вы научитесь ею пользоваться. Самые влиятельные люди в истории все перенесли большие страдания. Они были отвергнуты, высмеяны и доведены до предела. Но вместо того, чтобы сдаться, они использовали свою боль как мотивацию, чтобы доказать миру, что он не прав. Величие строится через борьбу. Ваша реакция на боль определяет ваше будущее. Позволите ли вы ей ослабить вас или используете ее как инструмент для подпитки своих амбиций? Боль — это просто энергия. Вы решаете, как ее использовать. Нет успеха без страданий. Никто, кто достиг чего-то значимого, не сделал этого без трудностей. Боль проверяет вашу приверженность. Она спрашивает, насколько сильно вы этого хотите. Большинство людей пытаются заглушить свою боль вместо того, чтобы использовать ее. Они отвлекают себя развлечениями, вредными привычками и временными побегами, но избегание только задерживает рост. Примите свою боль, обнимите ее и позвольте ей сделать вас лучше. Боль заставляет вас меняться. Когда вам комфортно, у вас нет причин расти. Но когда вы испытываете потерю, неудачу или борьбу,
Вам дается возможность стать сильнее, чем раньше. Ваша боль может вдохновить других. Преодоленные вами трудности становятся вашей историей, и эта история может помочь другим, кто идет по тому же пути. Превратите свои страдания в урок, который мотивирует не только вас, но и тех, кто вас окружает. Худшие моменты вашей жизни могут стать основой вашего успеха. Многие люди, которые построили великую жизнь, начали с боли, бедности, отвержения, разбитого сердца, неудач. Они использовали свои трудности как огонь, который толкал их вперед. Боль делает вас скромнее и учит дисциплине. Когда вы проходите через страдания, вы учитесь терпению, стойкости и сосредоточенности. Она лишает вас слабостей и оставляет только силу. Чем глубже боль, тем больше преобразования. Некоторые из самых глубоких изменений в жизни происходят после интенсивных страданий. Вместо того, чтобы бояться трудностей, примите их. Позвольте им сформировать вас в тот человек, которым вы должны стать. Перестаньте рассматривать боль как проклятие и начните видеть в ней подарок. Это шанс перестроиться, испытать свою силу воли и возможность доказать себе, что вы сильнее обстоятельств. Боль — это цена эволюции. Ваша боль пройдет, но сила, которую она дает вам, останется навсегда. Никакие трудности не длятся вечно, но уроки и стойкость, которые вы из них извлекаете, останутся с вами на всю жизнь. Превратите каждую борьбу в преимущество. В следующий раз, когда вы почувствуете боль, не жалуйтесь, используйте ее. Пусть она подпитывает ваши амбиции. Пусть она напоминает вам, почему вы начали. Пусть она подталкивает вас к тому, что вы считали невозможным. Сделайте боль своей силой, и вы никогда не проиграете. Превратите свою боль в силу. Используйте борьбу в качестве топлива. Продолжайте двигаться вперед, несмотря ни на что. Вы сильнее, чем вы. Подумайте о боли, как об огне, который закаляет металл. Когда металл попадает в огонь, он становится крепче, прочнее и более устойчивым. То же самое и с вами. Чем больше вы терпите, тем сильнее становитесь. Большинство людей боятся боли, но самые сильные люди ищут ее. Они знают, что через борьбу они будут расти, а не уклоняться от вызовов. Они принимают их. Неудобство — это то, что формирует истинную силу. Вы не можете убежать от боли. Она найдет вас. Жизнь будет бросать вам вызовы, испытывать вас и подталкивать вас к пределу ваших возможностей. Вы можете позволить ей разрушить вас или сделать вас сильнее. Неудачи показывают, кто вы на самом деле. Когда все легко, любой может притвориться сильным. Но когда жизнь становится тяжелой, раскрывается ваш истинный характер. Используйте боль, чтобы доказать себе, что вы несокрушимы. Боль заставляет вас расти. Если вам неудобно, вы не растете. Боль — это сигнал, что вам нужно измениться, адаптироваться или улучшаться. Прислушайтесь к ней и используйте ее как топливо. Большинство людей тратят свою боль впустую, жалуясь, они говорят о своих трудностях, вместо того, чтобы извлекать из них уроки. Но боль — это дар, если использовать ее правильно. Она подтолкнет вас за пределы ваших возможностей. Боль дисциплины временна, а боль сожаления длится вечно. Вы можете страдать сейчас, усердно работая, или страдать позже, жалея, что не сделали больше. Выбирайте мудро. Боль раскроет вам ваш потенциал. Большинство людей не знают, на что они способны, потому что сдаются слишком рано. Но когда вы преодолеваете боль, вы понимаете, что вы сильнее, чем когда-либо представляли себе. Продолжайте бороться. Ваши трудности — это основа вашего успеха. Каждое великое достижение в истории было сделано тем,
кто претерпел трудности. Боль — это не препятствие, это путь к величию. Боль уничтожает слабость. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с дискомфортом, вы снимаете слой страха, лени и сомнений. То, что остается, чистая сила. Перестаньте спрашивать, почему это происходит с вами, и начните спрашивать, чему это вас учит. В каждой трудности есть урок. Найдите его, извлеките из него урок и растите. Боль — это мост между тем, кто вы есть, и тем, кем вы хотите быть. Если вы хотите достичь следующего уровня, вам придется пройти через борьбу. Легкого пути нет, есть только трудный путь. Самые сильные умы формируются в тяжелых испытаниях. Никто не становится великим без страданий. Если вы хотите быть в числе лучших, вы должны выдержать то, что не могут выдержать большинство людей. Боль — это цена сил. Ваши враги, сомневающиеся и неудачи, должны подпитывать вас. Пусть каждое отклонение, неудача и вызов станут поводом работать еще усерднее. Превратите каждую потерю в мотивацию. Боль испытает ваше терпение. Рост требует времени, и путь труден, но если вы останетесь терпеливыми и настойчивыми, вы выйдете из него сильнее, чем когда-либо. Не сдавайтесь. Вы должны научиться процветать под давлением. Алмазы рождаются под чрезвычайным давлением. Если вы сможете выдержать боль, не сломавшись, вы станете чем-то необыкновенным. Оставайтесь сильными, сосредоточенными и принимайте процесс. Боль делает успех еще приятнее. Если бы все давалось легко, вы не ценили бы это. Борьба делает награду значимой. Чем сильнее боль, тем слаще победа. Ваш образ мышления определит, что сделает с вами боль. Слабые умы позволяют боли победить себя. Сильные умы превращают боль в силу. Тренируйте себя видеть боль как преимущество. Чем труднее твой путь, тем больше твоя трансформация. Легкие пути не создают воинов. Встречай свою боль, побеждай ее и становись сильнее, чем когда-либо. Каждая великая история успеха построена на боли. Единственный вопрос: позволишь ли ты боли остановить тебя, или позволишь ей подтолкнуть тебя к величию? Боль — это твоя сила. Страдай сейчас, чтобы подняться позже. Прими ее и позволь ей сформировать тебя в нечто неудержимое. Глава 11. Развитие неустанной трудовой этики. Успех не принадлежит самым талантливым. Он принадлежит самым неустанным. Люди, которые достигают большего в жизни, не всегда самые умные или одаренные. Они просто отказываются сдаваться. Они работают больше, дольше и дисциплинирование всех вокруг. Трудовая этика — это то, что отличает победителей от мечтателей. У всех есть цели, но лишь немногие готовы сделать все необходимое, чтобы их в жизнь. Если вы не готовы работать, кто-то другой сделает это за вас и заберет то, что вы хотите. Неустанная трудовая этика означает появляться на работе каждый день, несмотря ни на что. Устали ли вы, мотивированы ли, или испытываете трудности, это не имеет значения. Самые сильные люди работают усердно, даже когда им не хочется. Дисциплина сильнее чувств. Оправдания всегда найдутся, как и результаты. Вы можете найти причины, по которым вы не можете что-то сделать, или найти способы сделать это. Победители всегда выбирают результаты, а не оправдания. Работайте так, как будто от этого зависит ваше будущее, потому что это так. Каждый час, который вы тратите впустую, это час, который вы никогда не вернете. Каждый пропущенный день — это день, потерянный навсегда. Вы должны работать с особой срочностью, потому что время никого не ждет. Вы не можете договариваться с самим собой
когда речь идет о дисциплине. Если вы позволяете себе брать выходные, когда вам хочется, вы никогда не добьетесь успеха. Успех требует постоянства, а не удобства. Тяжелый труд — это цена величия. Нет коротких путей, нет лайфхаков, импульса. Успех требует последовательности, а не удобства. Труд, цена, величие. Нет коротких путей, нет хаков, нет легких способов. Если вы хотите подняться выше остальных, вы должны работать усерднее остальных. Сильная трудовая этика означает освоение скучной работы. Самые успешные люди не занимаются только интересными аспектами процесса. Они принимают повторения, рутину и неудобные моменты, потому что знают, что успех строится в невидимых часах. Дисциплина превосходит мотивацию. В некоторые дни вы будете чувствовать себя неудержимыми, в другие дни вы не захотите вставать с постели. Но мотивация временна, а дисциплина постоянна. Вы должны научить себя работать, даже когда вы не вдохновлены. Лучшие не отмечаются на работе. Они живут рутинной работой. Люди с неустанной, трудолюбием не просто работают усердно, когда за ними наблюдают. Они одержимы совершенствованием днем и ночью. Вы должны быть готовы делать то, что другие отказываются делать. Большинство людей довольствуются средними усилиями, что приводит к средним результатам. Но если вы хотите чего-то необычного, вы должны приложить необычные усилия. Если вы не совершенствуетесь, вы отстаете. Мир конкурентен. Каждый день, когда вы отдыхаете, кто-то другой работает больше вас. Единственный способ оставаться впереди — это никогда не переставать расти. Дисциплина — это самая сильная форма самоуважения. Когда вы привержены неустанной трудовой этике, вы доказываете себе, что серьезно относитесь к своим целям. Вы перестаете говорить и начинаете показывать результаты. Тяжелая работа будет испытывать вас. Но в этом и смысл. Тяжелая работа должна быть изнурительной, разочаровывающей и некомфортной. Поэтому большинство людей избегают ее. Если вы сможете выдержать борьбу, вы достигнете того, чего большинство никогда не достигнет. То, как вы делаете что-то, отражается на том, как вы делаете все. Если вы ленивы в одной сфере жизни, это перенесется и на другие. Выработайте привычку стремиться к совершенству во всем, что вы делаете. Ваша трудовая этика должна стать частью вашей личности. Она не может быть чем-то, что вы включаете и выключаете, когда вам удобно. Вы должны жить, дышать и воплощать дисциплину в каждом своем действии. Вы не получаете то, чего хотите. Вы получаете то, за что работаете. Многие люди хотят успеха, но немногие готовы пойти на необходимые жертвы, чтобы его достичь. Тяжелая работа приведет вас туда, куда талант сам по себе никогда не смог бы. Ваши конкуренты работают. Вы сейчас работаете. Кто-то другой тратит дополнительные часы на оттачивание своего мастерства и становится сильнее. Если вы не подталкиваете себя, вы остаетесь позади. Успех не в том, сколько вы делаете, а в том, насколько последовательно вы это делаете. Побеждают не всегда те, кто работает больше всех, а те, кто каждый день приходит на работу и трудится изо всех сил. Неустанная последовательность — вот настоящий ключ к успеху. Работайте так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Будьте последовательны. Оставайтесь голодными и никогда не переставайте совершенствоваться. Труд никогда не заканчивается, как и рост. Упорный труд — это привычка, а не момент. Вы не станете дисциплинированным за одну ночь. Неустанная трудовая этика — это то, что вы строите со временем, каждый день показывая. Каждый день, несмотря ни на что. Это должно стать второй натурой.
Разница между успехом и провалом заключается в том, что вы делаете, когда никто не смотрит. Большинство людей заставляют себя работать только тогда, когда чувствуют давление или когда другие требуют от них результатов, но настоящая дисциплина означает трудиться в тишине задолго до появления результатов. Ваша трудовая этика — это ваша страховка от провала. Вы не можете контролировать удачу, время или действия других людей, но вы можете контролировать, насколько усердно вы работаете. Чем больше усилий вы вкладываете, тем больше дверей вы открываете для себя. Перестаньте искать самый легкий путь. Начните искать правильный путь. Многие люди тратят время на поиски коротких путей, пытаясь избежать трудностей. Но реальность такова, что единственный короткий путь — это упорный труд. Если вы не зациклены на самосовершенствовании, вы всегда останетесь средним. Лучшие в каждой области никогда не довольствуются своим текущим уровнем. Они постоянно стремятся к совершенствованию и росту. Никогда не позволяйте себе расслабляться. Каждый день, когда вы не даете всего себя, день потрачен впустую. Вы никогда не вернете сегодняшний день, если не приложите усилия сейчас. Вы пожалеете об этом позже. Используйте каждый момент с умом, потому что время уходит навсегда. Дисциплина — это форма самоуважения. То, как вы относитесь к своим целям и обязательствам, отражает то, насколько вы цените себя. Если вы действительно уважаете себя, вы будете требовать от себя лучшего каждый день. Величие строится повторением, а не интенсивностью. Некоторые люди работают усердно время от времени, ожидая больших результатов, но успех не приходит от случайных всплесков усилий. Он приходит от неустанной последовательности на протяжении долгого времени. Вы должны любить процесс больше, чем результат. Если вы работаете усердно только потому, что хотите результатов, вы в конечном итоге выгорите. Но если вы полюбите этот труд, у вас всегда будет энергия, чтобы продолжать. Вы должны работать, как никто другой, если вы хотите жить, как никто другой. Обычный человек работает достаточно усердно, чтобы прожить. Но если вы хотите отличаться от остальных, вы должны быть готовы выйти за рамки обычного. Комфорт — враг сильной трудовой этики. В тот момент, когда вы чувствуете удовлетворение от того, где вы находитесь, вы начинаете деградировать. Оставайтесь голодными, оставайтесь целеустремленными и никогда не соглашайтесь на «достаточно хорошо». Оправдания лишат вас успеха. Чем больше причин вы придумываете, почему вы не можете что-то сделать, тем больше вы тренируете себя на неудачу. Перестаньте придумывать оправдания и начните добиваться прогресса. Труд — это не только усердие, это выносливость. Любой может усердно работать день, неделю или месяц, но настоящая дисциплина — это постоянство в течение многих лет, даже десятилетий. Это то, что отличает лучших от остальных. Ваше будущее наблюдает за вами каждый раз, когда вы решаете усердно работать или расслабиться. Ваше будущее «я» будет вам благодарно или обижено. Работайте так, чтобы ваше будущее «я» было вами гордиться. Никто вам ничего не должен, вы должны заслужить это. Слишком много людей ожидают успеха только потому, что приложили некоторые усилия. Но успех не вознаграждает усилия. Он вознаграждает результаты, которые вы должны достичь, а не просто пытаться. Если вы будете ждать мотивации, вы ее потеряете. Мотивация приходит и уходит, но дисциплина остается. Лучшие в мире не ждут, пока почувствуют вдохновение. Они действуют независимо от того, хотят они этого или нет. Дисциплина побеждает мотивацию каждый раз. Нет идеального момента, чтобы начать. Просто начните. Многие люди тратят годы в ожидании подходящего момента, чтобы усердно работать, но правда в том, что подходящий момент настал сейчас. Чем дольше вы ждете, тем сложнее становится. Ваша рабочая этика должна быть вашей идентичностью. Вы не просто человек,
который усердно работает, когда это необходимо. Вы дисциплинированный человек, который приходит на работу и трудится, несмотря ни на что. Это то, кто вы есть. Усилий. Одних усилий недостаточно. Они должны быть целенаправленными. Вы можете много лет усердно работать и все равно ничего не достичь, если не занимаетесь правильными вещами. Успех требует как интенсивности, так и стратегии. Ваша трудовая этика определяет ваш успех. Талант, удача и связи помогают, но ничто не заменит усердную работу. Если вы приходите на работу каждый день, преодолеваете все препятствия и отказываетесь сдаваться, успех становится неизбежным. Приверженность неустанной трудовой этике, работа усерднее всех, последовательность, дисциплина и отказ от сдаваться. Успех не дается. Его нужно заслужить. Глава 12. Мышление тех, кто никогда не сдается. Победители и проигравшие испытывают одинаковую боль. Разница лишь в том, как они на нее реагируют. Все борются, все сталкиваются с препятствиями, и все в какой-то момент хотят сдаться. Но успеха достигают те, кто отказывается сдаваться, как бы ни было тяжело. Сдаться — это привычка, как и настойчивость. Каждый раз, когда вы сдаетесь, вы тренируете себя принимать поражение. Но каждый раз, когда вы преодолеваете трудности, вы укрепляете свою способность выдерживать нагрузки. Сделайте настойчивость своей основной реакцией. Ваш разум — ваше величайшее поле битвы. Большинство людей проигрывают битву еще до ее начала, потому что их мышление слабо. Если вы верите, что не можете чего-то достичь, вы даже не будете пытаться. Но если вы верите, что можете, вы всегда найдете способ. Сильнейшие люди не избегают борьбы. Они принимают ее, потому что понимают, что вызовы необходимы для роста. Вместо того, чтобы бежать от трудностей, они встречают их лицом к лицу. Они знают, что боль временна, а сдаться значит потерять навсегда. Неудача — это не противоположность успеха. Она его часть. Люди, которые никогда не сдаются, смотрят на неудачу по-другому. Они не видят в ней конец, а урок, который приближает их к успеху. Большинство людей сдаются, когда результаты не приходят достаточно быстро. На самом деле успех приходит медленно. Прорывы требуют времени. Разница между теми, кто достигает успеха, и теми, кто терпит неудачу, заключается в способности продолжать, когда нет немедленной награды. Ваш разум всегда будет пытаться убедить вас сдаться. Он будет говорить вам, что вы слишком устали, слишком слабы, или что вы уже сделали достаточно. Игнорируйте голос сомнений. Продолжайте идти вперед. Оправдание — это язык слабых. Люди, которые сдаются, всегда имеют причина. Это слишком сложно, у меня нет времени, это не работает. Но оправдание не приносит успеха. Неустанные действия и дисциплина — это якорь, который держит вас на плаву. Мотивация временна, она исчезает, когда дела идут плохо. Но дисциплина — это то, что заставляет вас двигаться вперед, даже когда все у вас хочет остановиться. Те, кто никогда не сдаются, не ждут идеальных условий. Не ждут, пока почувствуют себя готовыми, пока подходящего момента, или пока не все будет продумано до мелочей. Они действуют сейчас и корректируют свои действия по ходу дела. Ваши трудности либо сломают вас, либо сделают вас сильнее. Выбор за вами. Слабые люди позволяют трудностям разрушить их. Сильные люди используют их как ступеньки к успеху. Каждое испытание — это возможность стать сильнее. Одержимость всегда побеждает талант. Есть много талантливых людей, которые сдаются, как только дела идут не так гладко. Но те, кто одержим, кто отказывается останавливаться, достигают невозможного. Ваши цели должны стать неподлежащими обсуждению. Не должно быть плана «Б», запасного варианта, пути отступления. Сжигите мосты позади себя и полностью посвятите себя делу. Единственный путь вперед. Неудача — это испытание характера.
Они покажут вам, кто вы на самом деле. Сломаетесь ли вы под давлением или подниметесь над ним и докажете свою силу. То, как вы реагируете на неудачи, определит ваш успех. Сомнения убивают больше мечтаний, чем неудачи. Большинство людей сдаются не потому, что потерпели неудачу, а потому, что перестали верить в себя. Если вы никогда не сдаетесь, вы никогда не потерпите настоящего поражения. Самые большие награды достаются тем, кто выдерживает. Жизнь не дарит подарков, она проверяет вас, чтобы увидеть, достойны ли вы. Только те, кто продолжает бороться долго после того, как другие сдались, достигнут вершины. Боль — это цена прогресса. Если вы не готовы бороться, вы не готовы к успеху. Те, кто никогда не сдаются, понимают, что боль — это просто цена, которую они должны заплатить, чтобы стать великими. Ваши самые большие прорывы приходят сразу после самых трудных моментов. Большинство людей сдаются прямо перед успехом. Они останавливаются, когда дела становятся трудными, не осознавая, что были всего в одном шаге от своей цели. Пройдите через предел, и вы обретете успех. Вам не нужно быть самым умным, самым сильным или самым талантливым. Вам просто нужно быть тем, кто отказывается останавливаться, тем, кто продолжает появляться, тот, кто никогда не сдается. Ваш разум всегда будет искать легкий выход. Тренируйте его, чтобы он оставался сильным. В трудные моменты ваш мозг будет пытаться убедить вас остановиться. Он будет придумывать причины, оправдания и сомнения. Игнорируйте их. Тренируйте свой разум преодолевать сопротивление, а не поддаваться ему. Разница между успехом и провалом в настойчивости. Большинство людей сдаются после нескольких неудачных попыток, но побеждают те, кто продолжает идти, независимо от сколько раз они падают. Каждая неудача — это просто еще один шаг вперед. Продолжай идти. Те, кто никогда не сдаются, не сосредотачиваются на боли. Они сосредотачиваются на цели. Боль временна, борьба пройдет, но награда за настойчивость останется навсегда. Когда тебе захочется сдаться, напомни себе, почему ты начал. Ты должен развить в себе способность страдать, не ломаясь. Лучшие в мире все перенесли крайние трудности. Все. Они сталкивались с моментами, когда сдаться казалось единственным выходом. Но они не остановились. И поэтому они стали великими. Ваш разум всегда будет пытаться договориться с вами. Он будет говорить вам, что вы заслужили перерыв, что вы сделали достаточно, что можно сдаться. Но в тот момент, когда вы начнете слушать этот голос, вы начнете терять. Большинство людей сдаются, потому что думают, что успех должен быть легче. Они верят, что если что-то суждено быть, то это должно произойти естественно. Но правда в том, что все, что стоит иметь, требует неустанных усилий. Каждое испытание — это битва между слабым и сильным вами. Слабый вы хочет сдаться, сильный вы хочет продолжать. Питайте сильную версию себя и морите слабую. Победители не сдаются. Они находят выход. Если один путь заблокирован, они создают другой. Если одна стратегия не сработала, они пробуют что-то новое. Сдаться — это никогда не вариант. Люди, которые сдаются, верят в ограничения, а люди, которые добиваются успеха, нет. Единственные настоящие ограничения в жизни — это те, которые вы принимаете. Если вы отказываетесь сдаваться, вы отказываетесь быть ограниченными. Боль от прорыва — ничто по сравнению с болью сожаления, когда вы сдаетесь. Вы не просто проигрываете битву, вы теряете уверенность, импульс и веру в себя. Боль дисциплины временна, но боль сожаления длится вечно. Самый опасный человек — это тот, кто отказывается сдаваться. Вы не можете остановить кого-то, кто неустанно стремится к цели. Он всегда найдет способ. Стань таким человеком, когда другие сдаются, ты должен стараться еще больше. Конкуренты отпадут, когда дела пойдут плохо. Это твое преимущество. Когда другие замедляются, ты ускоряешься. Если ты сдашься, ты всегда будешь гадать,
Что было бы, если бы ты никогда не узнаешь, на что ты действительно способен, если остановишься слишком рано. Продолжай и дай себе шанс увидеть, что возможно. Самые тяжелые моменты — те, которые формируют тебя больше всего. Любой может продолжать, когда все легко. Но когда все против вас, когда вы измотаны, когда у вас нет результатов, именно тогда рождаются настоящие воины, прорывающиеся через предел. Психическая стойкость — это не отсутствие страха. Это способность продолжать, несмотря на страх. Каждый успешный человек испытывал страх, сомнения и неуверенность. Но они все равно продолжали двигаться вперед. Вам не нужна мотивация, чтобы продолжать. Вам нужна целеустремленность. Мотивация приходит и уходит. В некоторые дни вам не захочется работать. Но приверженность сильнее мотивации. Приверженность — никогда не сдаваться. И вы всегда найдете выход. Вы должны научиться наслаждаться борьбой, путешествием. Иногда это будет больно, утомительно и разочаровывающе. Но вместо того, чтобы возмущаться тяжелой работой, примите ее, полюбите процесс, и результаты придут. Никто не поверит в вас, пока вы не докажете, что они неправы. Сначала люди могут сомневаться в вас. Они могут думать, что вы тратите время, но когда вы отказываетесь сдаваться, когда будешь продолжать, несмотря ни на что, у них не останется другого выбора, кроме как уважать тебя. Нет финиша, только новые уровни, которые нужно достичь. Путь не заканчивается, когда ты достигаешь одной цели. Те, кто никогда не сдаются, продолжают находить новые вершины, новые вызовы и новые способы расти. Прими решение сегодня. Никогда не сдавайся, никогда не ломайся, никогда не останавливайся. Сколько бы ни потребовалось времени, как бы ни было тяжело, успех будет твоим, если ты откажешься сдаваться. Глава 13. Окончательная трансформация. Стать новым человеком. Человек, которым вы были, ушел. Человек, которым вы становитесь, неудержим. Вы избавились от старых привычек, слабого мышления и оправданий. Теперь пришло время полностью войти в новую версию себя. Трансформация — это не одноразовое событие. Это процесс, который длится всю жизнь. Вы не просыпаетесь однажды и внезапно становитесь великим. Вы строите это день за днем, действие за действием, решение за решением. Твое преобразование происходит прямо сейчас. Новый ты строится через дисциплину, а не мечты. Большинство людей фантазируют о том, чтобы стать лучше, но никогда не предпринимают действий. Ты другой, ты доказал, что готов работать, и именно поэтому твое преобразование реально. Твои мысли, действия и привычки должны отражать твою новую личность. Если ты хочешь стать дисциплинированным, действуй дисциплинированно. Если ты хочешь быть сильным, действуй сильным. Ты должен жить как новый ты, даже до того, как результаты проявятся в полной мере. Оставьте позади сомнения, которые когда-то сдерживали вас. Старая версия вас была полна нерешительности, неуверенности и страха, но этого человека больше нет. Вы больше не контролируетесь своим прошлым. Вы создаете свое будущее. Ваша трансформация требует от вас оставаться преданным делу, даже когда никто не смотрит. Многие люди меняются временно, но затем возвращаются к прежней жизни. Новый вы должен быть, не подлежать обсуждению. Это не фаза, это постоянное изменение. Перестаньте отождествлять себя со своими старыми слабостями. Если раньше вы были ленивым, немотивированным или непоследовательным, то это в прошлом. С этого момента
Считайте себя дисциплинированным, целеустремленным и неудержимым. Ваша новая личность начинается с вашего самовосприятия. Возвращение к прежней версии вас нет. Мост сожжен, старые привычки уничтожены, оправдания исчезли. Вы вступили на новый уровень власти, и вы никогда не вернетесь назад. Каждое решение, которое вы будете принимать отныне, должно соответствовать вашему новому «я». То, как вы просыпаетесь, как вы говорите, как вы ведете себя, все это должно отражать более сильную, мудрую и целеустремленную версию вас. Каждый выбор — отражение вашей трансформации. Вы должны защищать свою новую личность от всего, что ослабляет вас. Токсичных людей, отвлекающих факторов, негативной окружающей среды. Ничему из этого нет места в вашей новой жизни. Берегите свою энергию, свое время и свой образ мышления, как будто от этого зависит ваша жизнь. Самые сильные преобразования происходят в тишине. Вам не нужно объявлять о своих изменениях всему миру. Вам не нужно одобрение. Просто позвольте своим действиям говорить за вас. Пусть ваши результаты покажут, кем вы стали. Новый вы не ждет мотивации. Вы действуете дисциплинированно. Вы не полагаетесь на временные чувства, которые ведут вас. Вы появляетесь, делаете свою работу и остаетесь последовательными, независимо от того, как вы себя чувствуете. Ваше преобразование вдохновит других, но не ожидайте аплодисментов. Некоторые люди будут вдохновлены вашим ростом, а другие будут им напуганы. Ваша задача не в том, чтобы добиваться одобрения. Ваша задача — продолжать развиваться. Вы больше не соревнуетесь с другими. Вы соревнуетесь с самим собой, с тем, кем вы были вчера. Ваша цель — стать лучше, чем вы были вчера. Прогресс — это единственное, что имеет значение. Путь не закончен, он только начинается. Стать лучшей версией себя — это не конечная цель. Это обязательство никогда не прекращать расти. Вы будете продолжать продвигаться, развиваться и повышать свой уровень. Новый вы создан для вызовов, а не для комфорта. Старый. Вы избегали дискомфорта, но новый вы приветствуете его. Вы понимаете, что борьба необходима для роста. Нет пути назад. Потому что вы доказали себе, что способны измениться. Вы больше не видите себя слабым, ленивым или недисциплинированным. Вы видите себя сильным, целеустремленным и неудержимым. Это трансформация — начало чего-то большего. Вы вступаете на новый уровень мышления, действий и успеха. Это не конец вашего роста, это начало вашего величия. Ваше прошлое не определяет вас. Ваши сегодняшние действия определяют вас. Каждый момент — это еще одна возможность доказать себе, что вы действительно становитесь тем человеком, которым должны быть. Продолжайте стремиться, продолжайте работать и никогда не оглядывайтесь назад. Ваша трансформация — это не событие, это обязательство на всю жизнь. Работа не заканчивается, когда вы становитесь новой версией себя. Каждый день вы должны вновь подтверждать свою новую идентичность. Новой вы не боитесь перемен. Вы принимаете их. Старая версия вас сопротивлялась росту, потому что это было некомфортно. Новый вы понимает, что перемены — это ключ к эволюции. Ваши действия теперь должны отражать ваш новый образ мышления. Каждый ваш выбор должен соответствовать вашему более сильному и дисциплинированному «я». Больше нет места слабости или колебания. Преобразование требует жертв. Если вы действительно хотите сохранить свой рост, вы должны быть готовы отказаться от всего, что не служит вашему высшему потенциалу. Больше никаких отвлекающих факторов, никаких негативных влияний, никакой траты времени. Новый вы не терпите посредственность.
Старый вы довольствовался достаточно хорошо, но теперь вы требуете от себя лучшего во всем, что делаете. Каждое испытание, с которым вы столкнетесь с этого момента, будет проверкой. Жизнь будет продолжать бросать вам препятствия, но теперь вы будете реагировать по-другому. Вы не сломаетесь, не сдадитесь, не отступите. Вы должны уничтожить привычки своего прежнего «я». Человек, которым вы были раньше, имел слабости, прокрастинацию, сомнения, непоследовательность. Полностью избавьтесь от них. Замените их дисциплиной, верой и действием. Самоконтроль теперь является вашим стандартом. Новый — вы стремиться контролировать свои эмоции, мысли и действия. Вы больше не раб отвлекающих факторов или искушений. Эта трансформация принадлежит вам. Защищать вас не должен никто, только вы сами ответственны за то, чтобы оставаться на этом пути. Только вы можете гарантировать, что никогда не вернетесь к тому, кем были раньше. Новый вы построен на устойчивости. Сколько бы раз вы ни падали, вы всегда будете подниматься, как бы ни было тяжело. Вы выдержите все. Ничто не сможет сломить вас. Ваше прошлое больше не определяет вас. Ошибки, неудачи и сожаления ушли в прошлое. Единственное, что имеет значение сейчас, это то, что вы делаете сегодня, завтра и каждый день после этого. Вы должны жить по более высоким стандартам. Новый ты не принимает леность, оправдание или слабость. Ты действуешь с такой дисциплиной и сосредоточенностью, которой большинство людей никогда не поймут. Твоя трансформация будет вызывать у других дискомфорт. Некоторые будут сомневаться в тебе, пытаться оттянуть тебя назад или высмеивать твой рост. Игнорируй их. Они не имеют отношения к твоему будущему. Теперь ты сам ответственен за то, кем ты становишься. Никто другой не придет, чтобы подтолкнуть тебя. Никто другой не придет, чтобы спасти тебя. Это твой путь. И только вы можете остаться на этом пути. Рост — ваша новая зависимость. Старый вы жаждал комфорта, но новый вы жаждет совершенствования. Каждый день — это возможность подняться на новый уровень, отточить свой ум и укрепить дисциплину. Ваше поведение изменилось. Вы больше не двигаетесь как человек, который потерялся, сомневается или не уверен в себе. Вы идете с уверенностью, сосредоточенностью и целеустремленностью. Новый вы действует на более высокой частоте. Вы больше не участвуете в бессмысленных драм, не тратишь время на отвлекающие факторы и не терпишь негатив. Ты сосредоточен на построении своего будущего. Твоя трансформация — твое величайшее достижение. Большинство людей никогда не меняются. Они застревают в одних и тех же привычках, одном и том же мышлении и одних и тех же циклах. Но ты сделал то, на что мало кто готов пойти. Ты перестроил себя. В этом путешествии нет финиша. Ты никогда не перестанешь развиваться. Ты никогда не перестанешь стремиться. Ты никогда не перестанешь расти. Новый ты только начинает. Теперь вы хозяин своей судьбы. Старый вы умер, новый вы неудержим. Продолжайте двигаться вперед. Продолжайте повышать свой уровень. Продолжайте становиться лучше каждый день. Стать новым человеком — это не одноразовое решение. Это ежедневное обязательство. Каждое утро вы должны выбирать, продолжать идти по этому пути. Вы не просыпаетесь тем человеком, которым были до трансформации. Ваша трансформация необратима. Вы больше не ищете внешнего одобрения, вы одобряете себя сами. Старый вы нуждался в одобрении, в признании, в аплодисментах. Новый ты знаешь, что твой рост реален. Признают это другие или нет. Твой образ мышления изменился с надежды на уверенность. Ты больше не надеешься, что все будет лучше. Ты знаешь, что так и будет, потому что ты контролируешь свои действия, привычки и будущее.
Новый ты безжалостен к времени, ты больше не тратишь часы на отвлекающие факторы, бессмысленные разговоры или негативное влияние. Каждая секунда — это инвестиция в вашем будущем. Ваши прошлые ошибки больше не определяют вас. Старый вы носил на себе груз вины, сожалений и неуверенности в себе. Новый вы извлек уроки из прошлого, но отказывается подчиняться ему. Новый вы принимает дискомфорт, потому что знает, что он ведет к росту. Вы больше не избегаете сложных ситуаций, а смотрите им в лицо. Боль и борьба больше не пугают вас, они дают вам энергию. Вы действуете с непоколебимой дисциплиной. Ваши эмоции больше не диктуют ваши действия, хотите вы этого или нет. Хочешь этого или нет, ты появляешься, выполняешь и движешься вперед. Твоя трансформация создала новый стандарт для твоей жизни. То, что ты когда-то терпел, ты больше не принимаешь. То, чего ты когда-то боялся, ты теперь противостоишь. То, что ты когда-то игнорировал, ты теперь принимаешь на себя ответственность. Твоя новая личность построена на последовательности. Ты не меняешься на несколько дней, а потом возвращаешься к старым привычкам. Это то, кто ты есть сейчас. Нет, не будет возвращения. Вы больше не сосредоточены на том, чтобы доказать себя другим. Вам нечего доказывать. Единственное, что имеет значение, это быть лучше, чем вы были вчера. В новом вас нет места негативу, жалобам, обвинениям и оправданиям. Вы сосредоточены только на решениях, прогрессе и результатах. Ваша энергия мощна, и вы яростно ее защищаете. Вы не позволяете токсичным людям, отвлекающим факторам или лени, истощать вас. Ваша концентрация слишком сильна, а ваша миссия слишком важна. Вы двигаетесь уверенно, но не высокомерно. Вам не нужно хвастаться или привлекать к себе внимание. За вас говорят ваши действия, за вас говорит ваша дисциплина, за вас говорят ваши результаты. Вы принимаете свою уникальность, вы не пытаетесь вписаться, быть принятым или следовать за толпой. Вы привыкли стоять в одиночестве, если это означает остаться верным своей миссии. Вы больше не контролируетесь своими страхами. Страх раньше сдерживали вас, заставляли колебаться. Теперь вы смотрите своим страхом прямо в глаза и преодолеваете их новый. Вы выработали мышление изобилия, вы больше не думаете о мелочах, не сомневаетесь в себе и не ставите под сомнение свою ценность. Вы знаете, что способны достичь всего благодаря неустанным усилиям и дисциплине. Вы стали тем человеком, который вдохновляет других, даже не пытаясь, просто живя с целью, сосредоточенностью и решимостью. Вы стали примером того, что, возможно, ваша трансформация является доказательством того, что изменения реальны. Новый. Вы никогда не перестаете развиваться, вы не удовлетворяетесь одной трансформацией. Вы продолжаете расти. Всегда есть более совершенная версия вас самих, и вы стремитесь к ней каждый день. Вы больше не ищете перемен. Вы сами стали переменой, трансформация эта завершена. Старый вы неузнаваем. Вы перестроили себя с нуля. И теперь вас ничто не может остановить. Это ваш момент, ваше прошлое ушло. Ваше будущее безгранично, продолжайте расти. Продолжайте развиваться и никогда не переставайте двигаться вперед. Вы теперь хозяин своей судьбы. Глава 14. Сила тишины и движения в тени сильные люди не объявляют о каждом своем шаге. Они позволяют своим результатам говорить за себя. Самые сильные люди не ищут одобрения, признания или внимания. Они строят в тишине и становятся неудержимыми. Разговоры о своих планах ослабляют их. Чем больше вы делитесь своими целями, тем больше твой разум чувствует, что они уже достигнуты. Молчание позволяет тебе сосредоточиться на выполнении, а не на словах.
Не всем нужно знать о твоем пути. Большинство людей не поймут твое видение. Некоторые будут сомневаться в тебе. Некоторые будут отговаривать тебя. Молчание защищает твою энергию от негатива и отвлекающих факторов. Твой рост не должен быть представлением. Он должен быть личным. Если ты действительно стремишься к самосовершенствованию, тебе не нужна аудитория. Работай для себя, а не для аплодисментов. Самый громкий человек в комнате обычно самый слабый. Настоящая сила не нуждается в рекламе. Уверенность тиха. Рост бесшумен. Сила незаметна. Ваше молчание вызывает у людей любопытство. Когда вы перестаете делиться лишним, люди начинают задумываться, чем вы занимаетесь. Пусть они гадают, пусть они увидят вашу трансформацию, когда она станет неоспоримой. Дисциплина процветает в тишине. Когда вы двигаетесь в тени, нет отвлекающих факторов, нет мнений, нет давления. Выполнять. Только вы и работа, которую нужно сделать. Ваши результаты будут говорить громче любых слов. Вместо того, чтобы объясняться, пусть за вас говорит ваш прогресс. Успех — лучшее доказательство усилий. Конфиденциальность защищает вашу энергию. Каждый раз, когда вы делитесь своими планами, вы привлекаете ненужные мнения. Чем больше вы скрываете, тем меньше вмешательства. Молчание позволяет сосредоточиться. Когда вы перестаете говорить и начинаете работать, вы входите в другой уровень дисциплины. Ваш ум становится острее, видение яснее, а действие сильнее. Люди не могут саботировать то, чего не знают. Некоторые люди втайне надеются, что вы потерпите неудачу, некоторые притворяются, что поддерживают вас, но втайне сомневаются в вас, двигаясь в тишине. Вы защищаете свою миссию от негатива. Величайшие преобразования происходят в частной жизни. Вам не нужно объявлять о своем путешествии. Вам не нужно постоянного одобрения. Позвольте своей работе развиваться естественно. И пусть ваш успех будет вашим. Представлением тихий прогресс ведет к неудержимому импульсу. Когда вы остаетесь тихим и сосредоточенным, вы строите быстрее, без отвлекающих факторов, без мнений, просто чистое исполнение. Не каждая битва требует ответа. Тишина — это оружие, оно держит ваших врагов в неведении, заставляет людей недооценивать вас, пока не станет слишком поздно. Величие строится в невидимые часы. Лучшие спортсмены, предприниматели и лидеры выполняют самую тяжелую работу, когда никто не смотрит. Если вы хотите быть исключительным, вы должны научиться любить работать в тишине. Чем меньше вы говорите, тем больше силы у вас в руках. Люди тратят энергию на объяснение, защиту себя или доказательство своей ценности. Сильные люди не тратят слова, они позволяют своим действиям вызывать уважение. Молчание дает вам преимущество. Пока другие объявляют о своих планах, вы выполняете свои. Пока они ждут подтверждения, вы уже впереди. Строительство без отвлекающих факторов, движение в тишине делают ваш результат неостанавливаемым. Никто не может помешать тому, чего не видит. Никто не может помешать в план, о котором они не знают. Работайте в тени, и пусть ваш успех сияет в свете. Когда вы овладеете тишиной, вы овладеете контролем. Вы будете контролировать свою энергию, свое внимание и свое направление. Никто не знает, что вы делаете, пока это не будет сделано. А к тому времени остановить вас будет уже слишком поздно. Чем меньше раскрываете, тем больше контроля у вас. Когда никто не знает вашего следующего шага, никто не может помешать вам. Тишина делает вас непредсказуемым. А непредсказуемость — это сила. Дисциплина процветает в одиночестве. Когда вы работаете в тишине,
Вы устраняете отвлекающие факторы, ожидания и ненужные разговоры. Вы сосредоточены на выполнении, а не на объяснениях. Не все заслуживают доступа к вашим планам. Некоторые люди поддерживают вас только тогда, когда видят результаты. Другие тайком хотят, чтобы вы потерпели неудачу и держат свои успехи в секрете. Это защищает вас от их негатива. Самые опасные воины не шутят. Они наносят удар, когда не наступает подходящий момент. Если вы всегда говорите о своих шагах, вы отдаете свое преимущество. Настоящая сила действует тихо. Тишина снимает ненужное давление. Когда вы рассказываете миру о своих целях, вы создаете ожидания. Действуя в тишине, вы можете сосредоточиться на прогрессе, не чувствуя необходимости что-то доказывать. Вы никому ничего не должны. Люди будут спрашивать, почему вы так сосредоточены, почему вы не делитесь всем, или почему вы так отдалены. Вам не нужно отвечать. Ваши результаты ответят за вас. Когда вы молчите, люди недооценивают вас. Это преимущество. Пусть думают, что вы не предпринимаете никаких шагов. Пусть думают, что вы не улучшаетесь. И когда они, наконец, увидят результаты, будет слишком поздно, чтобы надогнать вас. Молчание помогает вам сохранить энергию. Слишком много разговоров рассеивает ваше внимание. Энергию, потраченную на объяснение своих целей, можно использовать для их достижения. Сохраняйте свою энергию молча. Конфиденциальность ускоряет рост, когда никто не наблюдает за вами. Вы свободны экспериментировать, делать ошибки и совершенствовать свои навыки без осуждения. Ваша частная работа приводит к мощному публичному прорыву. Люди не могут атаковать то, чего не видят. Чем больше вы раскрываете свои планы, тем больше возможностей вы даете другим расстроить или саботировать вас. Действуйте в тишине и позвольте им удивиться. Молчание заставляет вас полагаться на себя. Когда вы перестаете искать одобрения, вы становитесь сильнее, больше доверяете своим решениям, вы строите непоколебимую веру в свои собственные способности. Самые успешные люди — это молчаливые труженики. Им не нужно афишировать свои усилия. Они позволяют своим результатам говорить за себя. К тому времени, когда мир заметит, они уже победили. Ваша сила растет в тени, когда вы работаете тихо. Вы развиваете силу, навыки и дисциплину без внешнего шума. К тому времени, когда вы выходите на свет, вы уже неудержимы. Движение в тишине создает ауру тайны. Люди будут гадать, чем вы занимаетесь. Они почувствуют, что что-то происходит, но не будут знать, что именно. Пусть гадают, пусть говорят, вы оставайтесь сосредоточенными. Самые сильные преобразования происходят, когда никто не смотрит. Самые мощные изменения происходят, когда вы одни, неустанно работая в тени. И к тому времени, когда мир замечает вас, вы уже впереди. Никогда не объясняйте свою стратегию, просто выполняйте ее. Слишком много людей тратят время на объяснение своих планов, вместо того, чтобы действовать. Ваша задача не в том, чтобы убедить других. Ваша задача — работать, пока они не смогут игнорировать ваши результаты. Ваше молчание создает уверенность. Когда вы перестаете объявлять о своих шагах, вы учитесь больше доверять себе. Вам больше не нуждаетесь в подтверждении. Вы знаете, что то, что вы делаете, приведет к успеху. Настоящие люди будут уважать ваше молчание. Те, кто понимает успех, знают, почему вы молчите. Они признают дисциплину, которая за этим стоит. И когда вы добьетесь успеха, они будут уважать вас еще больше. Молчание устраняет ненужную конкуренцию. Когда вы не делитесь своими целями, никто не может с вами конкурировать. Когда они поймут, что вы построили, вы уже победили. Лучшая месть — тихий успех. Если люди сомневались в вас,
Пусть ваши достижения станут ответом. Если они недооценивали вас, пусть ваши результаты докажут, что они были неправы. Успех лучше всего достигается тихо. Молчание — сила. Действуйте в тени, стройте в тайне, работайте в тишине. И когда придет время раскрыться, мир не сможет не уважать ваше величие. Глава 15. Защита своей энергии и сохранение сосредоточенности. Ваша энергия — ваш самый ценный ресурс, который нужно охранять всем, что у вас есть. Люди, мысли и привычки, которые вы допускаете в свою жизнь, будут либо подпитывать ваш рост, либо истощать вашу силу. Защищайте свою энергию, как будто от этого зависит ваше будущее, потому что это так и есть. Отвлекающие факторы — враги величия. Каждый ненужный разговор, бессмысленный спор и потраченный впустую час отдаляют вас от ваших целей. Сохраняйте сосредоточенность, будьте дисциплинированы, не позволяйте отвлекающим факторам сбить вас с пути. Не все заслуживают вашего внимания. Некоторые люди истощают вашу энергию, тратят ваше время и приносят негатив в вашу жизнь. Вы не обязаны им своим присутствием. Без колебаний отрежьте их от себя. Энергия заразительна. Окружите себя правильными людьми. Если вы находитесь в окружении ленивых, негативных или несосредоточенных людей, их энергия заразит вас. Выбирайте общество тех, кто подталкивает вас, вдохновляет и держит вас в тонусе. Ваша сосредоточенность определяет ваше будущее. То, о чем вы постоянно думаете, над чем работаете и чего добиваетесь, будет формировать вашу судьбу. Если ваш ум постоянно отвлекается, ваше будущее будет нестабильным. Если ваш ум сосредоточен, твое будущее будет неостанавливаемым. Ты должен устранить все, что ослабляет твою дисциплину. Если социальные сети отвлекают тебя, ограничь их использование. Если негативные, люди истощают тебя, удали их из своей жизни. Создай среду, в которой сосредоточенность является твоим стандартным состоянием. Не каждая битва стоит того, чтобы за нее бороться. Некоторые споры, мнения и конфликты не стоят твоей энергии. Сохрани свои силы для того, что действительно важно — твоего роста, твоего успеха и твоей цели. Твое ментальное пространство должно быть защищено любой ценой. Мысли, которые вы допускаете в свой ум, формируют ваши эмоции, действия и результаты. Наполняйте свой ум знаниями, позитивом и сильными идеями. Отвергайте все, что ослабляет вас. Сосредоточенность — это навык, который нужно тренировать каждый день. Вы должны практиковаться игнорировать отвлекающие факторы и ставить приоритеты на то, что действительно важно. Чем больше вы тренируете свою сосредоточенность, тем сильнее она становится. Люди, которые не уважают ваше время, не уважают ваш рост. Если кто-то постоянно прерывает вас, отвлекает или сбивает с толку, прогресс, они не ценят вашу миссию. Ограничьте время, проводимое с теми, кто не соответствует вашим целям. Ваша энергия не безгранична. Тратьте ее с умом. Если вы уделяете слишком много внимания неверным вещам, у вас не останется ничего для того, что действительно важно. Будьте целенаправлены в том, на чем вы сосредоточиваетесь. Самодисциплина — лучший защитник энергии. Когда вы овладеете дисциплиной, вы больше не будете позволять себе увлекаться в разные стороны. Вы останетесь на своем пути, несмотря искушением или отвлекающим фактором. Сосредоточенный ум — это сильный ум. Чем острее ваш фокус, тем больше контроля вы имеете над своей судьбой. Ясность ведет к выполнению. Выполнение ведет
к успеху. Избавьтесь от всего, что истощает вас умственно, эмоционально или физически. Токсичные отношения, негативное окружение и плохие привычки украдут вашу энергию, прежде чем вы это заметите. Отпустите их. Ваши цели требуют вашего полного внимания. Полусердечное внимание приводит к полусердечным результатам. Если вы хотите добиться огромного успеха, вы должны уделять ему огромное внимание. Отдых необходим, но лень нет. Восполнение энергии важно, но не путайте расслабление с прокрастинацией. Работайте усердно, а потом отдыхайте с целью. У вас нет времени на все. Выбирайте мудро. Каждая задача, привычка и отношения либо добавляют вам энергии, либо отнимают ее. Расставьте приоритеты в том, что питает ваше будущее. Ваш утренний распорядок задает тон всему дню. Если вы начинаете день с сосредоточенности и дисциплины, эта энергия будет сопровождать вас весь день. Победите утро, победите день, мир полон отвлекающих факторов. Но вы должны оставаться сосредоточенными. Успех не приходит к тем, кто легко поддается влиянию. Легко поддается влиянию или легко отвлекается. Он приходит к тем, кто может сосредоточиться на своей цели и отказывается отвлекаться. Сосредоточьте свою энергию. Она священна, защищайте ее, укрепляйте ее, используйте ее мудро. Чем больше вы контролируете свою энергию, тем больше контроля вы имеете над своим успехом. Оставайтесь сосредоточенными, дисциплинированными и никогда не позволяйте ничему украсть вашу силу. Вы несете ответственность за энергию, которую допускаете в свою жизнь. Если вы постоянно чувствуете себя истощенным, спросите себя, кто или что отвлекает ваше внимание. Возьмите контроль в свои руки и устраните все, что не служит вам. Не каждая возможность заслуживает вашего внимания. Некоторые отвлекающие факторы маскируются под возможности, но если они не соответствуют вашим долгосрочным целям, они являются лишь препятствиями в маске. Научитесь говорить «нет». Энергия течет туда, куда направлено внимание. Если ваш разум поглощен негативом, вы притянете еще больше негатива. Если ваш разум сосредоточен на росте, успехе и дисциплине, ваша жизнь будет отражать это. Сосредоточьтесь. Вы должны быть безжалостны в защите своего внимания. Мир полон отвлекающих факторов. Социальные сети, бессмысленные, драмы, непродуктивные разговоры. Ваша задача — отсечь все, что отвлекает вас от вашей миссии. Самые сильные люди — те, кто знает, что игнорировать, вам не нужно. Нужно реагировать на каждый комментарий, отвечать на каждое сообщение или участвовать в каждой дискуссии. Сохраняйте энергию для того, что движет вас вперед. Беспорядочная обстановка приводит к беспорядочным мыслям. Ваше пространство отражает вашу сосредоточенность. Приведите в порядок свое окружение, устраните ненужные отвлекающие факторы и создайте атмосферу, которая поддерживает вашу дисциплину. Люди вокруг вас либо подпитывают вас, либо истощают. Некоторые люди поднимают вас выше, а другие приносят в вашу жизнь негатив, сомнения и лень. Выбирайте мудро, кому вы отдаете свою энергию. Не все заслуживает твоего ответа. То, что кто-то хочет твоего внимания, не означает, что ты должен его уделять. Молчание — мощный способ защитить свой покой. Умственное истощение происходит от рассеянного внимания, когда твой ум разрывается на слишком много направлений, и твоя энергия истощается. Упрости свои приоритеты. Сосредоточься на том, что действительно важно. Ты должен тренировать свой ум, сопротивляться отвлекающим факторам. Каждый раз, когда ты позволяешь себе отвлечься, ты ослабляешь свою способность сосредоточиться. Дисциплина строится на том, чтобы снова и снова говорить «нет» отвлекающим факторам.
Снова и снова ваш телефон — один из самых больших похитителей энергии постоянные. Уведомления, бесконечное пролистывание и бессмысленные разговоры истощают вашу умственную энергию. Контролируйте технологии, прежде чем они контролируют вас. Чрезмерное размышление отнимает больше энергии, чем действие. Чем дольше вы колеблетесь, тем больше вы чувствуете себя истощенным. Примите решение, действуйте и продолжайте двигаться вперед. То, что вы потребляете, влияет на вашу энергию. Книги, которые вы читаете, контент, который вы смотрите, и разговоры, в которые вы вступаете. Все это формирует ваш образ мышления. Питайте свой ум тем, поднимают вас, а не тем, что истощает. Быть занятым не значит быть продуктивным. Некоторые люди заполняют свое время задачами, которые кажутся важными, но не приводят к результатам. Будьте эффективны, а не просто активны. Сосредоточьтесь на том, что действительно движет вас вперед. Энергетические вампиры существуют. Научитесь их распознавать. Это люди, которые постоянно жалуются, сплетничают или истощают вашу мотивацию. Если кто-то всегда привносит негатив, держитесь от него подальше. Ваши эмоции влияют на ваш уровень энергии. Если-то вы держитесь за стресс, обиду или разочарование, вы будете чувствовать себя истощенным. Отпустите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьтесь на прогрессе. Сон — это топливо для вашего ума. Если вы не отдыхаете должным образом, ваша концентрация страдает. Уделяйте приоритетное внимание качественному сну, чтобы вы могли работать с максимальной эффективностью. Импульс создается благодаря постоянному сосредоточению. Каждый раз, когда вы остаетесь сосредоточенными, вы укрепляете свою способность концентрироваться на более длительные периоды времени. Концентрация — это мышца. Тренируйте ее каждый день. Лучше всего использовать свою энергию самосовершенствования, а не тратить время на вещи, которые не приносят вам пользы. Вкладывайте свою энергию в чтение, обучение, развитие навыков и становление сильнее. Качество вашей жизни определяется тем, на чем вы сосредоточены. Если вы сосредоточены на негативе, проблемах и отвлекающих факторах, ваша жизнь будет отражать это. Но если вы сосредоточены на дисциплине, росте и цели, вы подниметесь выше. Чем более сосредоточены вы, тем быстрее достигаете своих целей. Каждый раз, когда вы позволяете себе отвлекаться, вы замедляете свой прогресс. Оставайтесь сосредоточенными, и вы достигнете своей цели быстрее, чем могли себе представить. Энергия не безгранична. Используйте ее с умом каждый день. Вы просыпаетесь с ограниченным запасом сосредоточенности и силы воли. Если вы тратите их на вещи, которые не приносят вам пользы, у вас не останется ничего для того, что действительно важно. Вы должны быть избирательны. В отношении своего времени не каждое приглашение, просьба или мероприятие заслуживают вашего присутствия. Если что-то не способствует вашему росту, вам не нужно в этом участвовать. Ваш разум похож на сад. Все, что вы посадите, будет расти. Если вы позволите негативности, сомнениям и отвлекающим факторам укорениться, они будут размножаться. Но если вы посадите дисциплину, сосредоточенность и решимость, ваш разум станет неудержимым. Цена величия неизменна. Сосредоточьтесь на людях, которые достигают наибольшего успеха. Они не обязательно самые умные или талантливые. Они просто наиболее дисциплинированными в использовании своей энергии. Они отказываются тратить время на все, что не соответствует их видению. Ваша энергия не для всех. Если кто-то не уважает ваше время, ваш рост или вашу сосредоточенность, он не заслуживает доступа к вам. Защищайте свою энергию, устанавливая границы и соблюдая их. Умственный беспорядок ведет к выгоранию. Если вы постоянно допускаете отвлекающие факторы и негатив в свою жизнь,
вы будете чувствовать себя истощенным. Упростите свою жизнь. Избавьтесь от ненужного стресса и сохраняйте ясность ума. Сосредоточенность — это суперсила в мире, полном отвлекающих факторов. Большинство людей позволяют своему уму разбегаться, перескакивая с одного дела на другое. Если вы научитесь глубоко сосредоточиваться, вы получите преимущество над 99 людьми. Самые сильные люди защищают свой покой. Они не вступают в бессмысленные споры, не тратят время на препирательства и не допускают негатива в свою жизнь. Они сохраняют контроль над своими эмоциями и энергией. Ваши привычки определяют ваш уровень энергии. Если вы начинаете день с отвлекающих факторов, негатива или лени, это повлияет на весь ваш день. Но если вы начинаете с дисциплины, ясности и действий, ваша энергия останется сильной. То, что истощает вас, должно быть удалено из вашей жизни. Если определенные люди, привычки или окружение истощают вас, пора отпустить их. Ваш успех зависит от вашей способности защищать свою энергию. Технологии — это палка о двух концах. Контролируйте их, пока они не контролируют вас. Социальные уведомления и бесконечное пролистывание могут отвлечь ваше внимание, даже не давая вам этого заметить. Установите ограничения и сознательно подходите к использованию технологий. Некоторые битвы не стоят того, чтобы за них сражаться. Не на каждое оскорбление нужно отвечать. Не каждый спор заслуживает вашего внимания. Ваше внимание слишком ценно, чтобы тратить его на мелочи. Энергия течет туда, куда направлены приоритеты. Если вы постоянно отдаете свою энергию отвлекающим факторам, ваши цели пострадают. Решите, что действительно важно, и направьте на это всю свою энергию. Дисциплинированный распорядок дня поддерживает ваш энергетический на высоком уровне. Когда ваша жизнь построена на продуктивных привычках, вы не тратите время на то, чтобы решить, что делать дальше. Все идет гладко, потому что вы построили систему, которая поддерживает вашу сосредоточенность. Чем лучше вы управляете своей сосредоточенностью, тем более неудержимым вы становитесь. Если вы сможете научить свой ум оставаться сосредоточенным на своей миссии, ничто не сможет вас остановить. Отвлекающие факторы будут появляться, но они не сломают ваш импульс. Вам не нужно объяснять свои границы. Если люди не уважают ваше время и энергию, вам не нужно убеждать их, почему вы сосредоточены. Просто соблюдайте свои границы и двигайтесь вперед. Ваше будущее создается энергией, которую вы вкладываете сегодня. Каждое действие, каждое решение и каждый выбор, который вы делаете сейчас, определят, где вы окажетесь. Не тратьте сегодняшний день впустую. Сделайте его значимым. Мир полон шума. Научитесь блокировать его. Если вы позволите внешним мнениям, негативности и отвлекающим факторам контролировать вас, вы никогда не раскроете свой полный потенциал. Отключите шум и оставайтесь сосредоточенными. Ваша энергия священна, ведь носитесь до ней так само. Будьте целеустремленными, дисциплинированными и безжалостными в защите своей сосредоточенности. От этого зависит ваше будущее. Ваша энергия похожа на батарейку. То, на что вы ее тратите, определяет ваши результаты. Каждый разговор, каждая мысль и каждое действие либо истощают вас, либо заряжают. Выбирайте мудро, куда вкладывать свое время и внимание. Небольшие, отвлекающие факторы приводят к большим сбоям. Потеря сосредоточенности на 5 минут здесь и там может казаться безобидными. Но со временем эти моменты накапливаются. Рассеянный ум ведет к
к медленному прогрессу, а сосредоточенный ум достигает величия. Вам не нужно развлекать каждое мнение. Некоторые люди будут подвергать сомнению ваш путь, критиковать ваш выбор и пытаться отвлечь вас негативом. Молчание — ваш лучший ответ. Сохраняйте сосредоточенность на том, что важно. Энергия, потраченная на неправильные вещи, — это энергия, украденная у вашего будущего. Каждый раз, когда вы позволяете себе увлечься бессмысленными, драме, отвлекающим фактором или лени, вы отнимаете энергию, которая должна питать ваш успех. Защищайте свое время, как будто от этого зависит ваша жизнь. Многозадачность убивает сосредоточенность. Общество прославляет выполнение нескольких дел одновременно, но настоящая продуктивность приходит от глубокой сосредоточенности на одной задаче. Когда вы полностью погружаетесь в задачу, вы достигаете лучших результатов за меньшее время. Ваша энергия должна тратиться на созидание, а не на потребление. Большинство людей тратят свои дни пролистыванием социальных сетей, просмотром бесконечных видео и потреблением бессмысленного контента. Победители тратят свое время на создание, построение и улучшение. Не все связи полезны. Некоторые отношения приносят энергию и мотивацию, а другие истощают вас постоянным негативом, сомнениями и ленью. Если кто-то не помогает вам расти, он не должен иметь доступа к вашей энергии. Ваши утра определяют вашу концентрацию на день. Если вы начинаете день с дисциплины чтения, упражнений и планирования, ваш ум остается острым. Если вы начинаете день в рассеянном состоянии, пролистывая страницы и откладывая дела, ваша энергия будет рассеяна. Победите утро, победите день. Чрезмерное размышление истощает вашу энергию быстрее, чем действие. Чем дольше вы сидите в нерешительности, тем больше вы истощаете свой ум. Принимайте меры и корректируйте свои действия по ходу дела. Движение рождает ясность. Беспокойный ум — это рассеянный ум. Если вы постоянно беспокоитесь, сомневаетесь в себе или переживаете из-за вещей, которые не можете контролировать, вы тратите энергию. Успокойте свой ум. Сосредоточьтесь на то, что можете контролировать, и действуйте. Самые сильные люди овладели умением говорить «нет». Не каждое приглашение, проект или просьба заслуживают вашего времени. Научитесь говорить «нет» без чувства вины. Ваша энергия должна быть сохранена для того, что действительно важно. Вы несете ответственность за свою энергию. Никто другой не защитит ее за вас, если вы позволите отвлекающим факторам, негативным эмоциям и непродуктивным привычкам взять верх. Социальные сети созданы для того, чтобы отвлекать ваше внимание. Внимание. Каждое уведомление, каждый алгоритм и каждая реклама созданы для того, чтобы удержать вас как можно дольше. Используйте технологии с умом, контролируйте их, пока они не контролируют вас. Ваше внимание должно быть сосредоточено на долгосрочном успехе, а не на кратковременных удовольствиях. Большинство отвлекающих факторов дают мгновенное удовлетворение, но не приносят реальной пользы вашей жизни. Сосредоточьтесь на общей картине. Вы никому не должны объяснять, почему защищаете свой покой. Некоторые люди не поймут вашу дисциплину или вашу сосредоточенность, но это нормально. Ваша задача — оставаться преданным делу, а не искать одобрения. Ясность ума приходит от устранения ненужного шума. Чем больше вы очищаете свой ум, избегая сплетен, избавляясь от токсичных людей и сокращая ненужные обязательства, тем острее становится ваша концентрация. Создайте пространство для того, что действительно важно. Вы никогда не достигнете величия с рассеянным умом. Все успешные люди имеют одну общую черту. Они любой ценой защищают свою концентрацию.
Если вы хотите добиться необыкновенных результатов, вы должны устранить обычные отвлекающие факторы. Настоящий покой приходит от контроля над своей энергией. Когда вы перестаете позволять внешнему хаосу диктовать ваше настроение, ваш уровень стресса снижается. Овладейте своим фокусом, и вы овладеете своими эмоциями. Цена успеха — это неустанная концентрация. Вы не можете построить что-то великое, будучи сосредоточенным наполовину. Вы должны быть полностью вовлечены. Устраните шум, отсеките отвлекающие факторы и оставайтесь на своем пути. Ваша энергия священна. Защищайте ее, берегите и используйте с умом. Каждый потраченный момент — это момент, украденный у вашего будущего. Оставайтесь сосредоточенными, дисциплинированными и наблюдайте, как ваша жизнь преображается. Ваша энергия — ваше оружие. Защищайте ее, оттачивайте и используйте, чтобы создать жизнь, которую вы заслуживаете. Сохраняйте сосредоточенность, дисциплину и никогда не позволяйте отвлекающим факторам украсть ваше будущее. Вы прошли такой долгий путь, столкнулись с правдой и сжегли старую версию себя дотла. Теперь нет пути назад. Вы больше не тот человек, который придумывал оправдания, ждал идеального момента или полагался на других, чтобы они спасли вас. Вы перестроили себя, стали сильнее, мудрее и неудержимым. Но это путешествие не заканчивается здесь. Рост — это процесс, который длится всю жизнь. Каждый день вы должны выбирать дисциплину вместо комфорта, силу вместо слабости и прогресс вместо застоя. Идите своим путем. Оставайтесь сосредоточенными, защищайте свою энергию. И никогда не позволяйте старому вам вернуться. Вы родились заново. Это ваше новое начало. Теперь идите и покорите жизнь. Здесь вы найдете все о развитии. Подпишитесь, чтобы не потерять.